Всем доброй ночи. Перед вами паромщик Харон. И я выбрала ночное время, когда мало народу, для того, чтобы отвечать на ваши вопросы, которые вы оставили под роликом «Загробная жизнь». Итак, дорогие друзья, сейчас вопросы не задаем. Я буду читать вопросы и отвечать подробно. Может, это займет несколько часов, поэтому не отвлекайте меня вопросами, между собой разговаривайте, общайтесь и слушайте внимательно. А тем, кто включит этот прямой эфир, я советую досмотреть, потому что здесь будут ответы на многие вопросы, которые, может быть, вас волновали много лет. И заодно, прослушав прямой эфир, вы получите ответы на многие свои вопросы. Итак, начнем. Вопросов много. Большое количество вопросов. Поэтому я постараюсь упустить первую часть, то есть там обращение и прочее, конкретно вопрос и повторяющиеся вопросы или не имеющие отношения к нашей теме, и на эти вопросы я отвечать не буду. Пару человек оказались в черном списке, потому что я уже объясняла и предупреждала, что то, что я снимаю прямые эфиры, отвечая на ваши вопросы, это не говорит о том, что вы можете нахально, по-хамски, потребительски спрашивать какой-то ответ на свой вопрос. Имейте воспитание. Я вам не обязана. Я это делаю по доброй воле, по вашей просьбе, когда накапливаются вопросы, чтобы одним махом ответить на ваши вопросы. Но это вам не дает права вот так вот нагло себя вести. Поэтому те люди, которые не поняли с первого раза и со второго тоже, оказались в черном списке. Им здесь делать нечего. Начинаем. Пятаки на глаза умершему человеку кладут сразу, как человек умер, как надолго и куда их девать потом. Дело в том, что в древние времена ложили пятаки на глаза умерших перед сжиганием, перед костром, ритуальным костром. И эти пятаки как бы вместе с этим всем пеплом сжигались и пропадали. Потом эта традиция перешло, точнее начали объяснять таким образом, что дело в том, что глаза не закрываются, мол, поэтому ложим пятаки. Эти пятаки снимаются, эти пятаки должны оставаться на перекрестке. Если кремируют человека, ну, естественно, в эту печь пятаки не положат. Но в древние времена, когда людей придавали огню, это все сгорало вместе, перемешивалось и как бы отправлялось, либо этот пепел собирали, либо это место сгорания оставляли. Ничего страшного, Катя. Каждый человек до чего-то должен дорасти. Если бы вы не были на тех каналах, вы бы не поняли значимость, может быть, моих работ. Так вот, сейчас эти пятаки ложат, даже не зная почему, просто так положено, символически, и вот ложат пятаки на глаза человеку. Это плата паромщику за то, что он переносит человека на ту сторону реки Стикс. Это по греческой мифологии, хотя такое поверье существует у многих народов, закавказских народов в том числе. Говорили, что те, которые приходят без пятаков, они ждут на берегу Стикса, они не упокоены. Он перевозит только упокоенные души. Объясню, в чем значение этого всего, потому что многие спрашивают, вот, а вот мы не ложили пятаки, а как теперь быть и так далее. Дорогие друзья, не надо все воспринимать дословно и прям слово в слово. В древние времена провожали в путь, последний путь человека, близкие, родные люди. Понимаете? И
они отдавали паромщику дань. То есть он считался упокоенным, потому что он заслужил достойную смерть, достойные похороны. Считал, что человек, который заслуживает достойные похороны, его и перевозят. Тот человек, который где-то погиб, пропал и не знает родные и близкие, где он находится, он не находит покоя, пока его родные и близкие не дадут ему дань, ну, например, не отомстят за него, если его убили, не найдут виновных. Пока его земные дела в этом мире не завершатся, его не перевезет паромщик. Понимаете, то есть эти пятаки символически говорят о том, что человек кому-то был нужен в этом мире, что кто-то о нем переживал, думал, значит, он хоть чем-то заслужил достойные похороны, и поэтому заслужил право быть перевезенным на ту сторону Стикса и найти покой. Вот о чем речь. Те люди, которые об этом не знали, не надо сокрушаться, переживать, что теперь ваши родные, близкие там на том свете, то есть будут в каком-то плохом положении. Нет, конечно. Вы же их похоронили, вы поставили им памятник, вы сделали им ограду, у них есть могила, у них есть место. Вы эту могилу там за ним ухаживали, красили, цветы носили. По крайней мере, в ближайшие годы вы это делали. То есть вы отдали ему дань, вы его по-человечески похоронили, он же не где-нибудь под номером лежит. Его имя есть, его место есть, его память есть, все. Это значит, у него упокоенная душа, потому что его как бы символически ему дали эти два пятака, понимаете? Вы сделали все для того, чтобы он был по-человечески захоронен. И вам переживать не о чем. Это скажем так, архаическая, древняя традиция была. Эта традиция сейчас не обязательно надо соблюдать. Это не обязательно. Хотя кто хочет, может это делать. Но те люди, которые ушли без этого пятака, не надо ничего ему обратно туда отправлять или тем более хоронить деньги в могилах. Такие вещи нельзя делать, потому что вы обрекаете себя на безденежье. Вот этой ерундой не занимайтесь. Пятаки означают символически, что кто-то его провожал, кто-то его чествовал, кто-то его по-человечески похоронил, а значит, он достоин покоя. Понимаете, в чем дело? А если человек был убийцей, если человек был насильником, его расстреляли и тело не дали родным, его похоронили под каким-то номером, никто его не провожал последний путь, никто ему ограду не поставил, никто ему памятник не ставил, значит, его душа будет бродить, об этом мы потом поговорим, какое он получит наказание. Доброй ночи. Но вот пятаки – это дань. Это дань, это последняя дань, это как бы долг, который вы отдаете человеку, последний путь провожая его. Вот это и есть все. Вы эти пятаки посчитайте вот эту традицию, по которым вы хороните его. То есть вы соблюдаете все, что положено. В какой-то стране саван, вы саван заказываете, где-то гроб должен быть, вы гроб заказываете. Где-то сжигают человека, развеяли по ветру или в воде отдали, вы это делаете. Где-то кремирует, в стену мурует, вот замуровывает эту вот пепел, да, оставшийся, то есть прах. Вы так сделали. То есть вы соблюдаете обычаи похорон. Вы отправляете человека как положено, значит, считайте, что вы этот пятак ему отдали. Эти пятаки. То есть он ушел достойно, захоронен достойно, значит, он найдет покой. Вот и все. И поэтому об этом переживать, это, конечно, глупо. Мы же не будем сейчас мертвецов поднимать и ложить им на глаза пятаки. Дальше пойдемте. А те, которые положили пятаки, те, которые соблюдают эту традицию, эти пятаки потом остаются на перекрестке, не на кладбище. Потом просто эти пятаки киньте на перекресток, а лучше отдайте ведьме, мне отправьте. Потому что этими пятаками можно провести ритуал и видеть то, что видят мертвые. У меня есть пятаки, несколько лежат от глаз мертвого. Ну, вам, конечно, такие вещи дом держать не рекомендую. Во-первых, это для вас страшно. Есть архетип, например, понимаете, черепа, там части животных, пятаки от мертвых, их волосы. Это все вызывает ужас, страх и некое такое отторжение. Это нормально. Для нормального человека это нормально. Но ваша психика и моя – это две различные вещи. Поэтому, если у вас есть такие пятаки, вы боитесь, не знаете, куда девать. Как говорится,
Милости просим. Мы все примем. Так, пойдемте далее. Прошу прощения, у меня сразу два вопроса. Скажите, пожалуйста, как отражается на человека, на его судьбе, если его зачали в нетрезвом виде? То есть это не случайная связь между людьми была, любовь, но именно в этот момент они были нетрезвы. Я вам сейчас объясню. Когда, вы знаете, вот бывает в семье профессоров, мы все говорим, какие образованные люди, такие люди хорошие, прям золотые, а сын вот такой вот подонок вырос, в кого он такой вырос. Между людьми не было любви. Может, в тот момент не было любви, может, во время зачатия, может, как-то их соединили. Интеллигентная семья, все хорошо, но любви не было. Когда между мужчиной и женщиной происходит соитие, поднимается огромная энергия с их энергетического поля поднимается в астральное пространство. Астрал, он рядом с нами, товарищи. Он не в Китае, не в Индонезии, не где-то еще. Он прямо здесь. Как только вы со своего тела выйдете, вы сразу попадете в астральный мир. Когда вы ложитесь спать, вы сразу попадаете в астральный мир, потому что ваша душа во сне путешествует. Так вот, эта энергия, она выходит наружу и вот так выхватывает душу, спускает вниз. Та душа, которая предназначена для вас, она ждет этого зачатия, потому что во Вселенной нет ничего случайного. Вот она поднимается, эта энергия, она хватает душу с астрала и спускает вниз, в лоно женщины. Астрал несколько слоев. Откройте, посмотрите астрал. Горизонтальный астрал, вертикальный астрал, нижний астрал, верхний астрал. В нижнем астрале находятся все изгои астрального мира, то есть духи не самого лучшего качества. На верхних слоях астрала находятся духи более высокого качества. Так вот, когда мужчина и женщина в трезвом состоянии, у них любовь и прочее, прочее, они создают очень большую энергетическую волну, которая выхватывает эту душу с самых больших высот астрального мира и спускает вниз. Вы не замечали, даже вот есть такие семейства, да, на лице вот эта деградированность видна, на лице этих людей просто. Вот эта вот деградированность, это неблагородные черты лица, это разбросанное, знаете, говорят, лицо как несобранная постель. Она все где-то вот здесь, вот это там, брови в разные стороны, глаза какие-то. То есть несобранность лица, понимаете, не четкость черт лица, не благородство и прочее, прочее. Там нос может быть с картошкой на все лицо и прочее. Чем дальше, тем неприятнее дети, внуки рождаются. Вот семейства есть такие, вырождаются. У них все меньше и меньше и меньше и ниже качество души. Так вот, вот от этой любви рожденный ребенок, который взялся этой волной вниз, спустился, эта душа, она высокого качества. Хотя дети все одинаковые еще, когда маленькие, но дети начинают проявлять себя потом уже в более зрелом возрасте. Да, вот такие вот. В более зрелом возрасте вы понимаете, что дети не одинаковые. Понимаете? Ольга Артемина, я сейчас вас выкину в черный список, если вы глухонемая. И вот когда люди нетрезвы, и даже если у них любовь и прочее, эта волна очень слабая. И во время нетрезвого состояния, когда поднимается вот эта волнообразная энергия, чтобы спустить душу во время зачатия, когда происходит зачатие, понимаете, клетки встречаются, произошло зачатие, у него тут же появляется душа. Вот спускается с нижнего астрала не самого лучшего качества душа. Генетически ребенок красив, похож на своих родителей, может и образован, может и хорошо воспитан, потому что родители так захотели, они такого качества, и ребенок такой же. Но
со временем начинает замечать некоторые трудности в его жизни. Хорошо, если это все отражается только на личной жизни и не отражается на его духовных качествах, на его, знаете, умственных способностях, вот. Но в любом случае где-нибудь это выходит. Это наказание за то, что не уважает, знаете, богов, дарующих род новых детей. Доброй ночи. Это наказание им. И чаще всего ведь рождаются дауны, рождаются дети отсталые именно из-за пьяного зачатия. Чаще всего, когда у родителей не хватает вот этой силы спустить вниз сильную душу из высоких астралов, то есть из вершин. Они спускают из нижнего астрала, а там человеческие изгои, понимаете, изгои. Поэтому вот спускается вот такая душа, которая мучает и себя, и других. Это может быть неплохой человек, но у него вечно не хватает. Вот нет у него таких открытых. Поймите, душа высшие планки, душа нижние планки очень сильно отличаются. Душа высшей планки, она всегда находит какие-то оригинальные решения проблем. Всегда что-то новое придумает. Ему очень много дано талантов, очень много он может выплавить, может вылезти, он может придумать что-нибудь другое, какую-то схему сделать и подняться в жизни. Из ниоткуда, с нуля создать целую корпорацию. Душа нижнего астрала не умеет, не знает жить. Он не может даже на готовом родительском жить, понимаете? Родителей не стало, он все распродал, он все не знает, что делать. Пусть даже он не пьющий, может, и он и неплохой человек, но он не знает, он не умеет жить. Он должен всегда быть под контролем более сильной личности, которая его так в кулак соберет и будет за собой тащить. Найдет он такую личность, выживет? Нет, значит нет. Вот в чем дело, понимаете? Поэтому думайте много раз, от кого рожаете и как случается. А то, знаете, в этих передачах, шоу, как придут от случайного, знаете, случайной перепихневки залетела и говорит, у нас был желанный ребенок, мы очень хотели, спрашивают, до того, как ребенок стал желанный, сколько месяцев вы встречались? Ну вот мы где-то вот 1,5 месяца повстречались, и вот оказалось, что я беременна. Ну и где там желанный ребенок? О чем речь вообще? Пойдемте далее. Так, второй вопрос еще не провела. Ритуал раскрещивания, готовлюсь к этому. Если возможно, расскажите, пожалуйста, как хоронят раскрещенных людей. Если человек просит его кремировать, то как правильно поступить с прахом? Может, я как-то неправильно задаю вопрос? Да правильно задаете, все нормально, сейчас отвечу. Не только планировать надо, Жанна, любить нужно друг друга. Любить. Если это ребенок не от любви, если он просто четко, знаете, так зачат просто ради чего-либо, хотя бы в этот момент надо любить. Екатерина Великая говорила своему мужу: я не люблю тебя, ты не любишь меня. Но я хочу, чтобы ребенок наш был зачат в любви. Понимаете? То есть она понимала, что ребенок не от любви, не в любви, он несчастен. И она была права, ведь Павла убили, он был неадекватен, он какие-то сумасшедшие вещи творил, и мать не любила, и она его не взлюбила. Все началось у них в жизни нехорошо. Понимаете? Не сложилось у них материнское и сыновье чувство. А почему? Потому что ребенок был не от любимого человека. И он ее ненавидел, и она его. И они вынуждены были вместе спать, чтобы зачать ребенка. Ребенок какой — это совершенно отдельный вопрос. Здесь нет человеческого фактора. Здесь есть желание и просьба к силам. Если силы считают, они сами определяются, какую душу внедрить в этого ребенка ЭКО. Понимаете, это разные вещи. Это запланированный, это прошенный ребенок, это ребенок очень желанный. И это энергия просьбы, внутреннего вот благословения уже будущего ребенка, еще только собирается зачать ребенка через ЭКО, она очень хочет его. Она всей этой любовью притягивает эту душу. Так что ребенок ЭКО иногда намного лучше, чем ребенок в пьяном угаре. Как хоронят раскрещенных людей? Дорогие друзья, вы знаете, что мне интересно? Мне интересен такой вопрос. Вот
Какая вам разница, когда вы помрете, как будут вас хоронить? Что будут говорить при этом, как будут плакать, как будут кто-то будет отпевать, или свечу поставят, или вот это самое смешное. Вы живые, здоровые люди и очень переживаете насчет того, как будут вас хоронить, если вы раскрещенные. Вот так и будут хоронить, как всех людей. Перед тем, как умереть, скажете: мне батюшка не нужен, мне крест на могиле не нужен, я язычница. Вот и все. Очень просто и легко, никаких проблем. Ну как будут хоронить? Как всех людей. На том свете нет религии, на том свете нету никаких э, разных конфессий, на том свете нет никаких обрядов и прочее, прочее. Когда вы все умрете, христиане, мусульмане, буддисты и так далее, вы все попадете к одним и тем же силам. Понимаете? К одним и тем же силам. И, как говорится, по вере их и будет дано. Верите вы в Мухаммеда, значит, они придут к вам в облике Мухаммеда. Если вы верите в Христа, он придет к вам в облике Христа. Почему люди, которые попадают в катастрофы, катаклизмы, очень сильно потом становятся верующими, начинают ходить по храмам, по мечетям и так далее? Почему? Потому что духи, вообще потусторонний мир, он очень умно устроен. Они не приходят к вам в том виде, в котором они есть, потому что если вы увидите их в том виде, какие они существуют, на полдома человек, вы просто сойдете с ума, ваша психика этого не выдержит. Именно по той причине, чтобы человек не боялся, они приходят в том виде, в котором вы привыкли, в котором ваша психика привыкла их воспринимать. Вот если ты мусульманка, он придет, значит, в виде пророка Мухаммеда. Если ты христианка, придет, значит, в виде там Богоматери, как вы ее называете. Или в виде Христа, или в виде ангела. Понимаете? И скажет тебе: не бойся, или иди обратно, тебе еще не время здесь. И человек возвращается обратно и твердо уверен, что вот это был как раз его святой или тот самый, которому они верят. А на самом деле они приходят просто в том обличии, в котором вам легче их воспринимать. Пойдемте далее. Ой, я раскрестилась. Означает ли это, что после смерти я не встречусь со своими родными, умершими в христианском эгрегоре? Дело в том, что мы договорились с мужем, кто раньше умрет, то даст знать другому. Если там что-нибудь, он умер. После 40 дней я увидела во сне, что поднимаюсь на холм, на котором растет молоденькая яблоня. Он стоит, прислонившись к ней, и улыбается. Поднялась к нему. Он труханул яблоко, и на меня вместо яблока посыпалось размером с яблоко клубника. Краски во сне были необычно яркие и так далее. Это мы не читаем. Дальше кто? Проснувшись, он рассказал, что, оказывается, умирать совсем не страшно, что, наверное, через 5 лет умрет. А умер через 5 дней, совсем не от того, что от него ожидал. Мне в ту ночь как-то он... Чего? По полю во сне шел, мне снилось, что костлявый, синюший, с длинными ногтями женские руки разорвали сердце, и боль дикая, душевная, и крови много. Я им это не рассказала. Если у него посмертный верующего человека, каким он был, то встречусь ли я с ним, с родными, умершими в христианском эгрегоре? Господи. Теперь послушайте меня внимательно. Когда вы попадете туда, единственная разница, которая будет между вами, это национальность. Если у вас разные национальности, то вы будете покровительствовать той нации, откуда вы родились. То есть, если вы человек знаменитый. Но в том мире нет абсолютно разделения на христиан, мусульман, иудеев, буддистов и прочее, прочее. У них нет отдельных этих, знаете, кабинетов. Вы все попадаете в одно место, и вы все друг друга видите. Все. Там, за пределом этого мира, не существует религии, не существует конфессии,
Не существует традиции, обычаи. Все ваши традиции, обычаи, все ваши кресты, полумесяцы и прочее, прочее, абсолютно ерунда на том свете. Абсолютно никакого веса они не несут, потому что на том свете вас встретят архаические древние силы, изначальные силы, которые с вами были с рождения и до смерти. Все. Поэтому раскрещивание проводится для того, чтобы вы в этом мире не отдавали эгрегору бедности, нищеты, несчастья постоянно свою энергию. Потому что к чему вы привязываетесь, то у вас тянет силы. Чтобы оно у вас сила не тянула, чтобы ваша энергия концентрировалась вокруг вас, и вы не были обязаны и не разделяли грехи этой религии, вы раскрещиваетесь ради этого, ради своей земной жизни нормальной. Но там ваша религия абсолютно никакой роли не играет. Забудьте все эти сказки про рай, ад, про гуриев, про праведных, про святых, про святого Петра, про мусульманских праведных и мучеников. Вот это все можете вот прямо сейчас все это забыть навеки вечные, потому что это все сказки Венского леса. Этого там не существует. Там есть абсолютно другой мир. Абсолютно. И все эти ваши религиозные вот эти вот всякие песнопения, все эти ваши религиозные мучения и прочее, прочее, там никакой роли не играют. Религия создал абсолютно не тот Бог, о котором вы можете подумать. Он создал это для земной жизни. Вне земной жизни ваша душа в руках древних богов, древних сил. Все. Вот все, что вы здесь делаете, все эти храмы ваши, все эти крестины ваши, все эти похороны ваши, отпевания и прочее, прочее, это все остается вот здесь. Это для земной жизни. Там оно никакого значения не имеет вообще. Лучше уже здесь начать жить, скажем так, начать жить по правилам, канонам древних богов, чтобы там было все более понятно и не более того. Дальше пойдемте с вами. Так. Я всем рекомендую слушать это все, потому что эти все вопросы возникают у вас у всех. Вот заодно я на все эти вопросы отвечаю. Так. Наша душа имеет возраст? Вопрос. Наша душа имеет возраст. 33 года. Если помните, возраст Христа какой был? 33 года. Переломный момент в жизни каждого человека 33 года. Если семья не распалась до 33 лет, то люди дальше живут. Если распалась ближе к 33 годам, все, у них совершенно другая жизнь. Основное количество людей начинает свою новую жизнь в 33 года. Как правило. После 30, по крайней мере. Так вот, этот возраст взят не из воздуха. В египетской книге мертвых точно так же обозначается, что все, кто умирает, возвращаются в свое обличие, которым они были в 33 года. Ученые говорят, что если до 33 лет ты сохраняешь свое лицо, свою кожу, свое тело в порядке, то остальное время твоей жизни уже это все как бы поддерживается. До 33 лет это твое время, твой срок, насколько возможно сохранить свою красоту, такой, какой ты, по крайней мере, себя хочешь видеть в дальнейшем. Дальше. Ну вот, я ответила на этот вопрос, потому что здесь вот прожили люди вместе, кто-то умер раньше, кто-то позже. Вот как будет их встреча? 33 года, да, это переломный возраст. Пойдемте далее. Душа приходит только один раз в этот мир, а сейчас меня не отвлекайте. Потому что я отвечаю на вопросы, которые уже... Ой, откуда эти Васи, Маси? Я думала, что эти все алкаши ночью или бухают, или спят. А все равно Васи тут таскаются. Боги доверили ребенка, в итоге аборт. Как складывается дальнейшая судьба нерожденного ребенка? Прошло много лет, но чувство вины не отпускает. Не надо чувство вины держать, это глупо.
Если этому ребенку не дано, не суждено было родиться, вот вам и не дали его родить. Понимаете? Потому что если бы силы хотели, чтобы он жил, они бы вам помогли, чтобы вы его родили на свет. Если не помогли, значит, они были против этого. И себя казнить — самое последнее дело и самое глупое. Ничего не чувствует этот ребенок, потому что обстоятельства так складываются, что женщине приходится это делать. Уходит его душа туда, обратно, как бы, собственно говоря. Я помню, как одна дура монахиня там с табличкой стояла: «Отмолите нерожденных детей из ада». Из какого ада? В чем их вина, чтобы их, ну так, предположим, да, что их в ад отправили? За какую вину? Их не родили, их абортировали, их еще и в ад отправили. Представляете, какой абсурд? Вот тут как раз и говорят: полная шизанутость головного мозга. Так. Видят ли нашу жизнь ушедшие родственники? Могут ли они все время за нами наблюдать, нас охранять, оберегать, предупреждать, помогать? Они видят нашу жизнь, но они не стоят рядом с нами. Они не стоят рядом с нами и не наблюдают всю нашу жизнь, потому что им не дано такое разрешение вот так вот ходить, где они хотят. Они уходят и имеют право прийти при острой необходимости. Только те люди, чей род заслуживает это. Если род заканчивается, если он преступный, если люди, которые создали этот род и вели, и дополняли своими детьми, вели недостойный образ жизни, то им не позволено прийти и охранять и помогать. Но если в роду были люди, которые спасали жизни, которые отдали этому миру дань определенной энергии, знаний, то есть чем сильнее и крепче род, тем сильнее оберег предков. Они приходят, когда вы просите. Они приходят, когда сами видят, что у вас есть некая опасность и нужно предупреждать. Но при этом они должны заслуживать это право, чтобы их пускали на землю к вам, предупреждать. Это не тот момент, чтобы они все время ходили рядом. Но если человек не отпускает своими слезами, переживает, плачет, они могут находиться некоторое время рядом, чтобы утешать, а потом уйти. Так, как же по правилам проводить умершего? Брата, отца хоронили на третий день. Сейчас особо этого не придерживаются. Это не имеет никакого значения абсолютно, на самом деле, на какой день вы кого похороните и каким образом. Главное, естественно, не держать человека до того, чтобы уже невозможно было к нему подойти, вот этот момент. А так, это не имеет никакого значения. Вы в ближайшее время должны отдать его земле, естественно. Вот и все. Вот и все правила. Хороните просто человека. Предайте земле или лучше кремируйте, чтобы его душа постепенно освободилась и ушла. Какие правила еще существуют? Никаких правил особых. Похоронить человека, все, как положено. Встречу ли я свою любимую кошку? Да. Дело в том, что души животных, как я уже говорила, откройте, посмотрите. Если душа у животных, души животных находятся рядом с нами всю жизнь. Или, по крайней мере, до того времени, пока мы о них помним, любим их, скучаем по ним, они находятся рядом с нами. И когда мы уйдем, мы обязательно встретим души животных. Они с нами. Я даже говорила, как нужно забирать души животных с собой, когда вы куда-нибудь уходите. Ну, переезжайте. Нужно говорить их имена, их клички. И сказать: пошли со мной. Открываешь дверь, они выходят. Когда вы уже окончательно уходите. И забирайте вы своих животных с собой. Души животных с нами живут всегда. Всегда живут и рядом находятся. Мы их чувствуем иногда.
Иногда бывает, что ощущение, как будто кот, да, как будто кот трется об ноги. И ты тут осознаешь, что кота-то твоего уже давно нет. Или скулит собака, или ты чувствуешь запах своей собаки дома. Резко, ощущение, что он здесь. Даже лай можешь ночью услышать. Вот такие моменты бывают. И они предупреждают, и они, в отличие от людей, верны нам. Они нам даются богами, как верные друзья, как соратники, чтобы они нам служили, понимаете? Поэтому они с нами связаны навечно. Навеки они с нами связаны. Сколько бы мы ни жили, и после смерти они с нами связаны. Так что вы их встретите. Это тут даже и вне сомнений. Можно спросить, прошло 3 года, как умерла моя дочь, я не могу ее забыть. Так, она ни разу не снилась, я чувствую свою вину, что я не смогла ее спасти. А вы не Бог, Алла, чтобы чувствовать свою вину. Вы не Бог, чтобы чувствовать свою вину. Вы не могли предвидеть смерть, дается не по нашей воле. И поэтому, когда мы начинаем винить себя, что вот это по моей вине, я виновата, я не досмотрела, или я вот мне нужно было в тот день его не пустить, а я пустила, или он меня не послушался. Всегда матери чувствуют это. Они предчувствуют это. Они ужасно не хотят отпускать, у них что-то внутри переворачивается. Иногда бывает, ребенок на день рождения хочет пойти погулять в ресторан. Вот родители просят, умоляют, и потом, с одной стороны, думает, ну, чувство вины, ребенок подумает, что вот им жалко, они не пускают, и не знает, как объяснить, и в конце концов вот это происходит. И у них начинается чувство вины. Вы не можете решать за других, а именно за те силы, которые над нами. Что? Я кошек мучил в детстве. Что будет? Я скажу тебе, что будет. Люди, которые убивают животных или мучают, они умирают очень страшной смертью, и, как правило, до 45 лет. Вот сколько в моей памяти были такие, которые в детстве привязывали кошек, собак, били палками, убивали и так далее, они умирали очень страшно и до 45 лет. Был один человек, которого мы всем классом избили до полусмерти, когда мы... да мне плевать, сколько тебе лет. Иди отдыхай. Значит, мы всем классом избили этого человека за то, что он привязывал собак и мучил их. И вы знаете, вот ему было 34, что ли, я сейчас не помню, до 35 не было ему лет. Он умирал очень страшно, очень долго. У него был рак яичников. И говорят, что он там орал от боли, просто с ума сходил. Вот так мучаясь полгода, он умер от онкологии. Так что особо-то не радуйтесь. И платят дети в том числе. За них есть кому заступиться, поверьте мне. Ой, это какое-то животное, тут ему делать нечего, происходит тут. Так, дальше пойдемте. Не обращайте внимания на этих всяких больных существ. Так, присутствуют ли в нашей жизни наши умершие родственники, близкие, слышат, они нас помогают? Я уже об этом сказала, только что ответила. Да, как правило, они либо их убивают, либо они в тюрьму садятся, либо умирают очень мучительно. Вот это всегда так. Так. Моя бабушка умирала неожиданно во сне, теперь во всех лекциях. Понимаешь, что это страшно, и душу не пустили обратно. Моей маме было тогда 36 лет, она ничего не знала. Спросить не у кого. Похоронили ее в чулках, без обуви. Ночью бабушка приснилась маме и сказала, что ей холодно, просила туфли. Маме посоветовали отнести, отдать бабульке в церковь, чтобы она помолилась. Но они брали тапочки, но не молились. Так она продолжала сниться и просить. В очередной попытке все же удалось. Так вот, вопрос, как кто-то рассказывал случай, умер человек,
Попросили обувь ему туда передать и назвал точный адрес, с кем передать. Родственники приходят, а там покойник. Объяснили ситуацию, те разрешили положить забытую. Так, дальше. Поблагодарить, что получил. Похоже на мистику. Нет, не похоже. Возможно такое. У нас, например, в детстве всегда, когда что-то снилось, там, например, он говорил, вот в таком-то селе человек снился, я знаю. Да. Человек снился и сказал, что вот там-то, значит, будет смерть, умрет мужчина, будут хоронить такого-то числа, отдайте ему мои, я не помню, что там, очки, что ли он просил, ну, в общем, что-то свое. И в родственники поехали, нашли, попросили. У нас это, скажем так, вообще знающие люди к этому относятся нормально. У них нет какой-то истерики или запрета, нет, кто вы такие, нет. Они все нормально это воспринимают, потому что если откажут, им потом будет плохо. Нельзя отказывать в таком случае. У меня дед, его друг, подарил ему такой клинок дамасской стали. Называются такие клинки бейбут. Вот он подарил моему деду его друг. Ну и через несколько лет он умер. Значит, и после того, как его похоронили, его сын пришел к моему деду и говорит, мол, можно я вот попрошу вас, можно я попрошу вас этот клинок отца, что это память о моем отце, вот если вы не против. Он говорит, сынок, я тебе отдам, ну просто твой отец мне подарил, но если ты хочешь, я тебе отдам. Вот он взял, ему отдал этот клинок. Да, оно нужно. Мы не всегда можем объяснить, Дарья, почему. Но вот так вот нужно, так принято и так делали. Так вот, и мой дед передал вот этот клинок ему. На следующий день, рано утром, это рассказ моей бабушки, пришел этот парень, начал стучаться в наши окна. Когда вышли, все, он говорит, весь бледный такой, руки трясутся, и говорит, извините, пожалуйста, что я вот клинок взял, возьмите обратно. Он говорит, а что случилось? Что, почему так рано утром, что такое? Дело в том, что отец мне приснился и сказал, сопляк, кто тебе дал право забрать мой подарок у этого человека? Немедленно верни моему другу мой подарок. И больше не смей без моего разрешения делать такие глупости. И он рано утром приехал, прям, ну, там далеко живут, видимо, ночью прям сел за руль и приехал до утра. Приехал отдавать моему деду обратно этот клинок. Так что они все видят и все знают. Давайте дальше. Твой муж, надеюсь, тоже закончит на морозе где-нибудь, раз уж он вывез их на мороз. Вот я надеюсь, что где-нибудь на морозе он точно так же заморозится и сдохнет, как все подонки. После смерти папы и свекрови, что людям, умирающим от болезней, что-то показывают. Да, показывают, у меня дед разговаривал. И они ждут кончины, уже не боясь ее. Да, вот. Наоборот, как светлого конца. За несколько часов до смерти папа прошептал мне, я уже не здесь, но еще не там. И потом я наблюдала, как папа видел кого-то. На одного смотрел со страхом. Так. Другого встретил с улыбкой и вздохом облегчения. И третий стоял посредине, давал наставления. И папа кивал ему головой, мол, да, все понял. Я пыталась смотреться, но это не для живых. И у меня к вам вопрос. В той жизни мы будем жить со своими предками или хотя бы встретимся, наши котики, собаки и так далее? Да, я уже вам ответила.
В той жизни мы со всеми ими встретимся. Но есть определенные правила, которые мы нарушать не должны. Дорогие друзья, если мы хотим встретиться со своими близкими, мы не должны нарушать вселенские законы. Вот я говорю, что нет ада, но нет ада такого, в котором кипят людей в этих больших кастрюлях, понимаете? Нет ада в этом понимании, в котором вам говорят и объясняют. Но есть другое. Если человек был где-то убийца, если человек невинно сажал людей, если человек мучил живых существ, и за это не понес наказание, не раскаялся, ничем добрым не перекрыл это сделанное, этот человек попадает в чистилище. Чистилище существует, это между мирами. Он должен откупить свою вину. Его не отпустят. Если человек покончил с собой, здесь тоже нужно посмотреть различные аспекты. Все спрашивают о самоубийцах. Смотрите, если у человека была психическая болезнь, и он не понимал, что он делает, у него было психическое расстройство, мозг не осознавал, что делает, что творит. И человек это делал. Это одно. Если человек... Вы знаете, что наркомания и алкоголизм тоже самоубийство. Это медленно и верно себя убивать, сокращать свою жизнь. Если человек это делал, он тоже виноват, он тоже будет чистилище отвечать за это. Он убил то тело, которое ему боги дали. Он швырнул им в лицо ту жизнь, которую они ему подарили. Он эту жизнь потратил не по назначению. Он будет за это отвечать после смерти. Но не варить и жарить его будут. Он будет находиться в чистилище. Это значит, он будет лишен всякой внешней связи. Его не будут отпускать. Он будет всегда под надзором между мирами. А это для них очень мучительно. Почему, когда фотографируют людей, там, фотографируют, конечно, а вот таким людям, врачевателям и прочим, им дано, у них открытое видение, они знают о потустороннем мире. Почему, говорю, можно доверять ведьмам, знахарям, истинным людям? Потому что им это видно, им это показали, они знают, что говорят. Они не просто говорят, лишь бы что-нибудь сказать. Они нигде не вычитали, понимаете? Они знают не понаслышке, они там и бывали несколько раз. То есть между жизнью и смертью. Так вот, человек должен использовать данные ему, скажем так, жизнь по назначению. Если человек тратит эту жизнь не как положено, он за это должен отвечать. Он находится между мирами. Значит, он находится между мирами определенное время, пока не искупит свою вину. Если у человека настолько гнилое прошлое, настолько страшная биография, то он будет видеть, как его родные и близкие вымирают просто, его род, и он ничем им не поможет. Поэтому, дорогие друзья, если вы хотите встретиться со своими детьми, самое главное условие, вообще с родными людьми, первое условие – жить как человек. Второе условие – не приближать свою смерть. То есть люди пьющие, люди, которые колятся, они приближают свою смерть. Это еще один из видов самоубийств, понимаете? Они приближают свою смерть, это им не простится. Они тоже будут находиться в чистилище, лишенные права видеть родных и близких. Третье – не покончить с собой. Здесь тоже есть свои аспекты. Если человека хотят бросить
в клетку со змеями, и он от страха выпил яд и умер, то вина за его смерть не на нем, а на тех людях, которые привели его к этой смерти. Если ребенка запугивают, что если он не принесет долг, то они сожгут или убьют его родителей, ребенок в страхе идет, вешается, а подростки это делают, то вина не на нем, а на том, кто привел этого ребенка к этой смерти. Понимаете? Есть аспект справедливости, презумпция невиновности. Она тоже действует во Вселенной. Так что говорить, все сваливать на самоубийц, что вот вы самоубийцы, значит, вы, значит, все, конец, и ваша душа загублена, неправильно это. Что привело человека к самоубийству? Он был психически больной, пошел это делал, не поняв, что он делает. Он был невменяем, не осознавал, что он делает. Понимаете? Или его запугали, или ему сказали, ты или с собой покончи, или выстрели в своего ребенка. Вот у тебя выбор. И она взяла и покончила с собой, чтобы спасти своего ребенка. Или его обещали, скажем так, убить страшной смертью, и от страха там до утра она взяла, выпила яд или вскрыла себе вены. Понимаете? Это совершенно разные вещи. Но если женщина это сделала, чтобы кого-то запугать, и случайно умерла, одна дура, которая выпила уксус, потом умоляла, просила, спасите меня, я не хочу умирать, хотела своего мужа запугать, чтобы он не ушел. Женщина, которая кинула под поезд ребенка, потом сама бросилась. И прочее, прочее. Такие поступки, они не прощаются. За такие поступки нужно отвечать. Есть вещи в этой жизни, которые нужно перетерпеть, и для этого у тебя есть силы. Так вот, если вы хотите встретиться с родными, близкими людьми, вы не имеете права глупо разбазаривать свою жизнь. Убивать себя ради кого-либо. Убивать себя даже из-за того, что у вас близкий друг умер, или близкий человек, или ребенок. Вы не вправе это делать. Потому что вы должны понимать, что эта жизнь временна, а там вечность. Не рискуйте вечностью ради временного вот пребывания здесь. Не рискуйте. Да. Это все рассматривается, ради чего, почему человек это сделал. Если он это сделал просто потому, что... Вы слышите меня, уважаемые? Я же сказала русским языком. Я отвечаю на вопросы, которые уже заданы. Вы не слышите меня. Так что куда уходит душа самоубийц, она уходит на суд определенный, а там решается. Кто-то его довел до этого самоубийства, кто-то его напугал, кто-то на него давил, кто-то его вынудил. Или он сам пошел это сделал. Потерял дом, обанкротился, пошел повесился. Стоит оно того твоей жизни? Нет, ты не имеешь права это делать. Ты должен перетерпеть эту трудность. Тебя предал муж, ты пошла повесилась, оставив двоих детей сиротами. Тебе нет прощения. Ты будешь в этом чистилище, пока ты не осознаешь и не вымолишь прощение у тех сил, которых ты оскорбила этим самым. Понимаете? Вот в чем дело. Когда вы говорите о самоубийцах, вы должны мотив указывать. Кололся, как собака, не смог найти дозу, пошел повесился. Ты будешь за это отвечать, ты попадешь опять же в чистилище. А это между мирами. Почему во время фотографий, когда выходят какие-то сущности, у них всегда гримаса страданий? Потому что для них нахождение в этом мире – это страдание, это физическое страдание. Душа не должна уже на земле быть, она должна уйти. Здесь ему не место, здесь место людям. Здесь люди живут, а не души. Так, в США здесь весьма... Так, в США весьма распространенная ситуация, когда люди держат прах умерших близких у себя дома. После информации из некоторых ваших лекций у меня возникло сомнение в том, что эта традиция хороша и полезна. Стоит ли держать урну с прахом, например, супругу у себя дома?
Или ей все-таки есть место на кладбище? Ей место где угодно, но только не дома. Прах умерших людей, прах животных. Отпустите их на волю, зачем вы их держите? Хотя нет, когда сжигают человека, он все равно освобождает сразу душа. Но в любом случае эта привязка ни к чему и не нужна. Это очень глупая и опасная традиция. На самом деле. Кремировать можете предать земле, можете оставить на кладбище, там, если есть место. Можете отдавать реке. Вообще отдавали реке. Потому что река, она протекает между мирами. Считалось, что река есть проводник. Почему реке отдают, например, некоторые трудности, да, отправляют в реку, или камнем кидают в реку, там, чтобы освободиться от долгов и так далее. Почему говорят, что надо в бегущей воде отдавать что-либо, там, очищаются в бегущей воде и прочее. Это все, дорогие друзья, потому что река протекает между миром живых и мертвых. Он как проводник. Вот поэтому отдайте вы прах реке. Не надо держать, это глупо. Это неправильно. Он вас быстрее с собой заберет просто, вот и все. Это домашнее кладбище, это ненормально, я считаю. Мама в настоящее время в коме, врачи не дают положительные обнадеживающих прогнозов. Скажите, как правильно похоронить? На то, что нужно обратить внимание. У вас мама еще живая, ничего? У вас мама еще живая. Кома – это между мирами. Душа висит между мирами. Если есть хоть какой-то шанс вернуть, вы с ней можете говорить. Она вас слышит, и она рядом с вами ходит. Душа у нее между мирами. Захотите вернуть, может вернется. Но может передумать, потому что там очень хорошо, люди не хотят возвращаться. После смерти мы не будем нуждаться в еде и сне. Нет. Это значит, у нас будет нескончаемая энергия. Это значит, что у нас будет нескончаемая энергия. Потому что болит тело, потому что ноет тело, потому что у тела есть недуги. Тело требует еды, чтобы иметь энергию двигаться. Если бы мы умели получать энергию, например, с воздуха, с других сфер, да, мы бы не ели, нам бы это было не нужно, поскольку мы бы заряжались просто этой энергией, поскольку нам для жизнедеятельности нужна энергия, мы получаем от еды. Земные люди от земных плодов, от земных благ получаем еду. А там нам это ни к чему. Мы будем питаться просто вот энергией мироздания. И этой энергии хватит на очень многих, тем более она все время обновляется, самовосстанавливается. Чем мы будем заниматься целыми сутками во веки вечные, если спать, кушать, ходить на работу не нужно? У нас будет какое-то жилище, растения вокруг нас, животные. Чем нам положено заниматься в бесконечную вечность? В бесконечную вечность каждому положено заниматься своим делом. Кто-то будет охранять свой род, если ему есть такое предназначение, если ему это дано. Нет, это ненормально. Если вы завещаете свой орган, это очень может быть, что у вашего поколения дальше будет сердце больное. А кто сказал, что очень нужно спасать людей, которые должны уйти? Кто вам сказал? Это жестоко звучит, но вы понимаете, что если человеку дано уйти, то не всегда и нужно его спасать. Как бы это ни больно звучало сейчас мои слова. Во-первых, орган отторгается через некоторое время, он не вечен. Человек с чужим сердцем недолго живет. Во-вторых, отрывая твое сердце, отдавая кому-либо, ты обрекаешь свое поколение на слабое сердце. В-третьих, в древние времена не было пересадки органов, и вообще ничего не было такого. И люди умирали, люди уходили, потому что были не способны жить. А значит, следующее поколение от них не шло, а значит, человечество было более здоровым.
с тем, что возникли технологии всякие, которые позволяют лечить детей больных, а потом их детей, а потом еще кто-то рождается, и мы вот так вот заполонили наше поколение, наш мир больными людьми, потому что у больных людей есть возможность выжить и родить своих детей. Это звучит жестоко, но кто сказал, что кто-то вправе за чей-то счет продолжать свою жизнь? Вы знаете, что основное количество этих органов добыто очень преступным путем. И, пожалуйста, беженцы из Сирии, которые в Турции были пойманы, и у всех отрезаны почки, это очень страшно. И эта индустрия просто третье место занимает после наркотиков, проституции, оружия. Вот следующие идут органы. Они в ходу, и они очень востребованы. И на этом строится преступный бизнес. Именно потому, что мы новую технику придумали пересадить один орган другому человеку. Именно поэтому какого-то ребенка на улице потрошат, понимаете, забирают почки, чтобы ребенок какого-то миллиардера жил хорошо и счастливо. А этого ребенка кидают без почек на улице и уезжают спокойно, даже не переживая. Вот к чему приводят вот эти человеческие эксперименты. Вот о чем. Так что, дорогие друзья, задумайтесь. Если человек донор органов, ему стало плохо, ему органы могут вырезать, даже если у него был просто обморок, понимаете, они могут приписать потом, что ты умирал, и тем более, что, скажем так, ты завещал сам по собственной воле, никаких претензий нету. Вот именно по этой причине многих людей, которых можно откачать, вернуть к жизни и спасти, врачи преступно им просто отключают мозг, забирает органы, пока он живой, и потом говорят, что как бы он уже был мертв. Дальше. Вопрос, чем мы будем заниматься целыми сутками? Есть люди, которые должны становиться после смерти оберегателями, берегинями своего рода. Они будут оберегать свой род. Очень может быть. 2 сына, пожалуйста. Как же они пропали? Вот как можно не углядеть за своими 2 детьми? Я просто в шоке. Так вот, да, вот откройте, посмотрите, как в Китае прям на улицах крадут детей, прям на улицах нагло вырывают у родителей и забирают. И как потом в этих холодильных камерах нашли огромное количество детей. Это очень страшно. Так вот, один оберегатель рода, другой будет бродить по астралу и искупать свои проделки, то, что он сделал. Вы знаете, чем мы будем заниматься? Мы будем наслаждаться вечным покоем и красотой мироздания. Обязательно нужно ходить на работу, воевать, убивать друг друга и так далее. Ну, например, есть одна такая версия про воинов Валхаллы, что все воины попадают в чертог Одина, в его небесные хоромы, где он собирает всех воинов, всех народов мира, и они каждый день днем, то есть ночью пируют, а днем выходят на поединок, убивают друг друга, снова воскрешают, чтобы подняться и всю ночь пировать до утра. Вот чем они заняты. Покровительствует. Сильные духи покровительствуют, другие духи уходят на покой. Сейчас, извиняюсь, я на зарядку поставлю, потому что у меня, видимо, просто заканчивается. Потом не смогу продолжить. Секунду. Так.
Мгм. Итак, продолжим с вами тему, которую начали. Так, задать вопрос. Узнать о крещении христианского захоронения. Могут ли они быть направлены вовсе не на благо ушедшей души, в угоду жестокого сына Создателя? Естественно, так и есть. Во-первых, начнем с того, что крещение – это отрывание от рода, это отдавание чужим людям, и как бы ты больше не являешься родителем своего ребенка. У него есть крестная мать, крестный отец, ты никто. Чисто символически его отрывают от рода. Второй момент. А, Атрибуты христианские, да, вы говорите. В принципе, вот захоронение. Пока разлагается человеческое тело, его душа находится рядом с ним, возле могилы привязанной. Именно поэтому колдуны, ведьмы чаще всего делают на свежих могилах порчи, потому что там находятся души, которых можно использовать с этой целью. Но еще есть вопрос. Если душа ушла своей смертью, то он не станет с вами сотрудничать. Эта душа должна быть или убита, или жила не очень хорошей смертью, то есть умерла, или душа самоубийцы и так далее, и так далее. Только в таких случаях более такие, знаете, озлобленные на мир и обиженные на людей души идут на контакт для того, чтобы сделать подобные вещи. Дальше. Так. Как сказать родственникам, чтобы похоронили тебя правильно и уйти с этого света, чтобы не зависнуть между мирами? Каждым днем ваш эгрегор растет, становится больше язычников. Христиане раскрещиваются, мусульмане тоже уходят из своей религии. Заранее спасибо за ответ. Ох, если бы вас слышали наши священники, сожгли бы меня прямо в центре Москвы. Люди просто понимают, что э, та религия и та жизнь, которая им навязывается, на самом деле эм, далеко от истины, ничего не дает им, кроме страданий, и они сами по своей воле просто от этого отказываются. Это их желание. И вообще мы все начинаем возвращаться к истокам, и уже есть языческие организации, не я одна говорю об этом, и уже даже в очень религиозных странах есть множество уже языческих, скажем, таких организаций, в которых состоят много тысяч людей, и они все ушли от этих кровожадных религий. Да все они там будут, господи, священники сами идут лечиться к бабушкам. Так вот, что там спрашивали-то? А как сделать так, чтобы тебя хоронили правильно? Не переживайте за свое тело. Пусть вас хоронят, как хотят. Самое главное, что вы правильно жили и поклонялись правильным силам. И после вашей смерти они вас заберут к себе. Как бы вас ни хоронили, что бы вам ни делали, это не имеет никакого значения, поверьте мне. Ваша душа там свободна. И ваша душа там сама поймет все. И они сами поймут, куда вас определить. Так. После смерти нас кто-то встречает или что-то с нами происходит дальше. Будем ли мы отвечать за свои хорошие и плохие поступки? Конечно, будем отвечать. Чем лучше ты сделал поступок, тем выше ты поднимаешься по астральным мирам. Если твои предки заслужили право на вечный покой,
скажем так, то ты поднимешься к ним же. Потому что мы повторяем, как правило, судьбу своих предков. Из какой семьи мы вышли, из какого рода мы вышли, и вот туда мы, собственно, и возвращаемся. И если твои предки заслуживают покой, ты с ними увидишься и будешь с ними в одном месте находиться. Но если ты в жизни творил преступления, а именно переступал закон Вселенной, убивал людей, очень наивно, когда люди режут голову детям, женщинам, перед камерами отрезают людям головы и при этом говорят, что когда они умрут, попадут в рай, и в раю их, значит, встретят девственные гурии, значит, и много почета, и много чего, потому что они были воины Аллаха. Очень интересно просто проливать невинную кровь абсолютно невиновных людей, и при этом быть уверенным, что тебе за это вот прилагают, значит, положен почет, уважение и какие-то там особые места в раю. Понимаете, это вот это извращенное отношение ко всему, извращенное вообще понимание мироздания, что если ты убиваешь, режешь невиновного, то тебе за это положено что-то хорошее. Это очень глупо, конечно. Но такие люди, что происходит с такими людьми? Выходит душа, они сталкиваются с определенными сущностями. Эти сущности хватают эту душу и забирают. Забирают, знаете, как подвал ФСБ. Забирают в определенные измерения, где они закрыты. Их никто не варит, не жарит, еще раз говорю, но они закрыты в этом чистилище. Они своими определенными поступками должны заслужить, скажем так, ну, как в фильме «Привидение», это тоже написано не с воздуха, это тоже кто-то знал, знающий, сказал, как происходит. Они должны заслуживать за много тысяч лет право на то, чтобы подняться на какой-то уровень астрального мира, хоть какой-то покой заслужить. Понимаете? И всемирные злодеи, они еще хуже, в худшем месте находятся. Их душа мучается. И это правда. Но я еще раз говорю, что в ад попадают люди не за то, что короткую юбку одели, а за то, что убивали невинных людей, за то, что сажали невинных людей, доносили, может быть, на людей невинно, за то, что всю свою жизнь проворонили непонятно где и зачем. То есть пугать адом людей, которые не ту прическу делают, или не так ходят, или не так смотрят, это смешно. У меня спрашивают, попадут ли в ад проститутки. А что сделали проститутки лично вам? Они свою жизнь поганят, они свое тело портят, да, загрязняют, они свою душу губят. Лично вам они что сделали, чтобы в ад попасть? Они и так в аду живут. У них разве это жизнь? Это не жизнь, это не дай боги никому. Понимаете, чистилище и наказание должны нести люди, которые других людей, другим людям мешают жить, которые делают другим людям, причиняют боль. То есть они вредят другим. Если его образ жизни мне никак не вредит, то почему этот человек должен в аду гореть? Естественно, занимаясь такими делами, твоя планка души падает, и ты не заслуживаешь уже высшего астрала. Как ты здесь будешь себя вести, так тебя дома и встретят, понимаете? То есть высшего астрала, скажем так, уже нелегко заслужить, понимаете? Хватит вот эти глупости. Причем здесь венчание? Какое еще венчание? Все эти религии херня херней. Венчание помогает им на том свете.
На том свете помогает любовь. Только это объединяет людей. Если они любили друг друга, они встретятся. Венчанные они или нет, это не имеет никакого значения. Засуньте свои венчания, кресты и прочее себе в задницу. Надоели уже тупыми вопросами. Идите вон к этим могуйкам, они вам будут сидеть и говорить все церковные праздники, обычаи, традиции, как величайшее там таинство мира. Мне эту херню, пожалуйста, не надо вот сюда. Надоело. Какое отношение имеет церковь вообще к ведовству и к древним наукам, вообще к мудрости в мироздании? Какое оно имеет отношение? Бараны божьи. Пойдемте далее. Да достали уж со своими венчаниями, там, сорокаустами, всякой херней. Так, Марина, давай, пошла вон отсюда. Новенькие пускай изучают. Они несут эту чушь несусветную, муть религиозную. Достали. Ответьте, вместо пятаков на глаза сейчас все чаще кладут мелочь в карман костюма мужчинам и женщинам под подушку. Положено, таким образом мелочь будет являться платой проводнику. Нет, таким образом мелочь будет являться тем, что они обнищают. Понимаете? Обнищают, отправляя мелочь, отправляя деньги спокойникам. Готовьтесь к нищете. Это дурацкая традиция, непонятно откуда пришедшая, непонятно кому она нужна вообще. И кто это придумал с одного места. Как правильно похоронить человека после раскрещивания? Зарыть могилу и положить его туда, а потом засыпать землей. Все. Вот все правила похоронов, которые существуют. Если мертвым не дали пятаков, как ему помочь? Об этом уже сказала в начале, что это всего лишь традиция. Это не обязательно. Я не про сны говорила, я сказала про потусторонний мир. Спрашивайте, а не про сны. Кто зачем приснился и для чего и что случилось. Конечно, ответ на ваше разорение. Деньги хороните вместе с мертвецом. Денежную энергию, денежную свою силу, удачливую силу отдаете мертвецам. Что за глупости? Кто это придумал вообще? Я сейчас эту косу засуну тебе знаешь куда? Если ты еще раз сюда припрешься, алкаш. Вы рассказывали, почему плачут покойники. Благодаря вашим эфирам я поняла, почему мой папа плакал. Да, плакали. Плачут покойники, когда уходит самый тяжелый момент вашей жизни. Не хотят вас оставить в одиночестве. И в тело вернуться не могут. И они чувствуют, что они навсегда уходят. И у них нету просто выхода вернуться и помочь. У них текут слезы. Светлана, я вас сейчас выкину отсюда. Дальше. Разрешите задать вам два вопроса, которые меня очень мучают. Умер самый любимый брат, сильно горевал, не могла найти себе места. На 3-м году смерти брат приснился и сказал, что он живой. Хотела им крикнуть, брат запретил, говорю только маме, скажи, что я завтра приду. Я маме передала, она сказала, дочерям больше не снится, я нарушила что-то. Так, дальше. То, что ваш брат сказал, что он живой, это не значит, что он живой был похоронен, понимаете? Он сказал, я живой не потому, что его живем похоронили, а потому что он хотел этим сказать, что я вижу, слышу вас. То есть я жив, я не отключен, не ушел навсегда. Вот тела нет, но я существую. Не приснился, потому что понял, что вы... то есть до вас он донес эту информацию, и больше ему и не разрешили, и ему этого было не нужно к вам присниться. Вот и все. Тут других объяснений нет, и не надо себя казнить за это.
Так, папы нет, 25 лет, мамы 16. Приезжаю редко. Сестра всегда против, чтобы я навещала родителей. Из-за этого большое разногласие. Уже 3 года говорит, что я накликаю беду. Когда зимой приезжаю, да я не хочу, говорят, следы остаются. Отец и брат захоронены в другом городе. Меня просили дети брата не навещать. По якутскому обычаю после 3 лет не ходит. Но я приезжаю редко. Как быть? Как быть? Плюнуть на них, просто вот так плюнуть. Послать их на 3 буквы и делать то, что вы считаете нужным. Если ваша душа просит их видеть, чувствовать, навещайте их и не обращайте внимания на то, что они говорят. Вот и все. Живите так, как вам нужно. Это были ваши родные в том числе. Это не их собственность. Понимаете? Чтобы они эту могилу на себя кинули и ходили. И они возмущаются не потому, что вы к ним ходите, навещаете, а, видимо, потому что они от вас ждут какого-то материальной помощи, блага и не получают этого. Поэтому они специально так хотят вас этим задеть, мол, не приходи сюда. Понимаете? Вот почему. Элементарная причина. Послали на 3 буквы и делайте так, как вы считаете правильным. Вот и все. Если не снятся умершие родители, означает ли это, что они обижаются? Если не снятся умершие родители, это означает, что они ушли на покой. И им незачем вам сниться. Вот и все. Это все, что означает. Если на кладбище несколько ворот, и говоришь, что откуда зашел, туда и выходи, или это не имеет значения? Это не имеет значения. Никакого. Как хотите, так и делайте. Это имеет значение, когда вы проводите чистку. Пожалуйста. Вы проводите чистку, с одних ворот нужно зайти, с других выходить. Лучше так. Ну а если просто приходите посещать мертвых, это не имеет никакого значения. Когда приходишь к умершим, они всегда слышат и присутствуют там, либо есть какие-то определенные время. Нет. Смотря сколько лет прошло. Если у вас сильная духовная связь и вас тянет туда, вы хотите прийти их навестить, они вас слышат. Вот именно поэтому и зажигают свечу, то есть их души призывают на огонь, понимаете? Мы не знаем, то есть люди не знают, из-за чего они это делают. Они делают, как бы отдают дань традиции. Ну вот им сказали, там дедушки, бабушки, они это делают. А на самом деле вы призываете на огонь свечи. Как говорят, знаете, приходи на огонек. Вот отсюда и выражение. Так что могут пройти много лет, каждый раз, когда вы их посещаете, они приходят. Но желательно слишком часто не ехать, естественно. Так. Не поняла. Умерла моя сестра у меня на руках. Ей было 42 года. Она мне приснилась только один раз в день похорон. Я у нее спросила, как ей там. Она ответила, чтобы я к ней не подходила. 2 года назад погиб в ДТП мой младший сын. Ему было 22 года. Недавно приснился, сказал, что его куда отсылают на год и встретимся через год. Я очень скучаю по сыну, может, я ему мешаю своей привязанностью. Ну, здрасте, женщина. Он сказал, что встретитесь через год, а вы говорите, может, я ему мешаю. Так он вас заберет через год, если вы не отчитаетесь. Вот в чем вопрос-то. Когда вы слишком скучаете по мертвым, вы открываете портал, и они начинают приходить в вашу жизнь. Понимаете? Вы думаете о пятаках, о похоронах, правильно ли вы все сделали, но вы не подумали на том слове, то есть над тем словом, что он вам сказал. Он сказал, что его куда-то отсылают на год, и встретимся через год. Понимаете? Вот что он вам сказал. Отчитать вас надо, вот и все. Можно ли дома ушедшим зажигать свечу? Конечно, можно. Их душу усиливайте огнем. Вселенский огонь. Так, если кто-то, захороненный человек, является во сне, просит какую-либо вещь, к примеру, яблоко и так далее. Муж просил белую рубашку. Что делать в таких случаях? Эту белую рубашку вешать внизу, пускай забирают
бедные люди. Это будет как дань. Вы отдадите тем самым ему. Мертвые приходят и помогают нам, и спасают нас. И я вам расскажу один такой случай из моей жизни. Когда-то рассказывала. Я этот сон помню очень ярко и очень, очень для меня это тяжелое воспоминание, но я вам расскажу. Это столкновение со смертельной опасностью, а смерть приходит не от покойников, а от живых людей, к сожалению. Нападение. Перед нападением мне приснился такой сон. Мне тогда было 25 лет. Мне приснился такой сон, я вижу реку, а река вообще-то жизнь, судьба человека. И на одном берегу реки могилы, огромные могилы. Огромное кладбище, извиняюсь, и много могил. Высокие такие могилы, плиты, кресты, очень много. А на другом берегу две женщины завалили корову и режут ее. И она, значит, топчется ногами, мычит. И я подхожу и говорю: зачем вы это делаете? Зачем вы это бедное животное режете? И они мне говорят: так на твои поминки режем. Вот сказали мне они. А потом я вижу свою прабабушку и себя посреди этого кладбища. И там такая яма зарыта. Такая глубокая яма. Я смотрю вниз и говорю: а кого здесь будут хоронить? Она говорит: тебя будут хоронить, если ты сейчас со мной не пойдешь. И она схватила меня за руку, я вот просто физически чувствовала. Она меня схватила за руку и начала за собой тащить по дороге. И вот идем, и вот эти могилы в разные стороны шатаются просто, они двигаются. И она меня тащит. Просто, да. Я вот сейчас рассказываю, у меня вот волосы дыбом. Я с некоторых пор записываю свои сны, а вот этот сон я боюсь записать. Настолько он... Уже сколько лет прошло, много лет прошло. И она бежит, и она меня тащит. И она не просто бежит, она летит просто, вот буквально, как будто парит. Я говорю: подожди, женщина, куда ты меня ведешь? Она говорит: быстрее, быстрее, иначе мы не успеем. Я должна тебя отсюда вывести. И вот она меня вытащила с кладбища и сказала: я все равно знаю, что ты туда пойдешь. Я тебя не остановлю, но что бы ни случилось, знай, ты останешься в живых. Она мне сказала. И вот сейчас, когда я вижу по телевизору вот этих жертв нападения, убийства, да, женщин, как женщин там в квартире забили, убили и прочее, прочее, мне становится жутко, потому что я чувствую, я знаю, что чувствовала эта жертва. Дорогие друзья, мне кажется, в этой жизни уже не осталось ничего такого, чего я сама не прошла на своей шкуре, чтобы каждого человека суметь понять и почувствовать. И вот в этот момент, в это время, это было очень страшно, и я не люблю, не хочу рассказывать. Это просто травля собаками и босиком бегство по лесу. И под утро я дошла домой, и у меня волосы, вот челка абсолютно была седая. С тех пор я начала красить волосы. Она абсолютно была седая. Это была очень страшная вещь, страшный момент в моей жизни, который я помнить не хочу. И это сделали люди, которых я знала, которым я помогла. Они буквально хотели меня убить. Да, у них были такие причины. Вот, заманили меня в лес. Ну, в лесу день рождения справляли якобы. Да. Вот, 25 лет мне было. Справляли день рождения и так далее. Я до сих пор не могу понять, как меня вот ночью не растерзали волки, медведи. Сколько километров я просто босиком пошла домой. Была уже поздняя осень и холод жуткий. Вот.
Дорогие друзья, вот из этих скотов 2 человека заживо сгорели. У них там что-то там лопнуло на заводе, что ли, или на производстве. Оно лопнуло прямо им в лицо и снесло пол черепа. Другой человек стал наркоманом. Женщина, которая меня туда повела, моя подруга, ей там вырезали все, что возможно. И одна нога у нее плохо работает. Много чего. Но, знаете, вот это вот момент, это не дай бог никому пройти. Так вот, вот этот сон был, и моя бабушка мне сказала, что бы с тобой ни случилось, только одно могу тебе сказать, ты останешься живой. Вот и все. Так что, если они вам снятся и о чем-то предупреждают, прислушайтесь к ним, обязательно прислушайтесь. Они просто так ничего не делают и не говорят. Вот, да, я не люблю этот момент вспоминать, но вот вспомнила. Пойдемте далее. Вопрос, по какой линии родственной мы увидимся с близкими на том свете? По какой линии были в этом мире, по такой линии и... А стрелять уже некого. Они почти все попередохли. Кого там стрелять? Они сами себя отстрелили. Так. Мусульман пятак на глаза не ложат. Получается, паромщик не приведет в иной мир. Я же, мама, объясняю, что это просто символическое название, что человек, который в своей жизни заслужил того, чтобы по нему хотя бы плакали, если он пропал, он уже упокоенный. Вот о чем речь. Да, такие подруги есть у меня. Были. Увы. Как и у всех. И самое страшное, что я предчувствовала, но мне было неудобно отказаться. Вот это самая тупость. Мы всегда вот так вот, мы говорим, я чувствовал, я знала, что будет плохо. Но почему-то мне было вот неудобно отказаться. И да, воспитание, и в то же самое время думаешь, ну, может, мне кажется, я привыкла к плохому все время. Вот нельзя. Нельзя. Вот если ты чувствуешь, что что-то не то, значит, не надо делать это. Под любым предлогом откажись, потому что всегда твой внутренний голос будет прав. Так, какая разница, как переходит в иной мир мусульмане или иные религии? Никакой разницы, я об этом уже говорила. Да, вот это неудобно всегда выходит боком, это правда. Мы по себе судим людей. Мы думаем, что если мы на такую подлость не способны, значит, никто не способен. Дальше. Так. Про эти пятаки уже 500 раз спросили, все, уже ответила. Да, моя бабушка навсегда мне помогает. Я недавно говорила вам, тоже увидела ее. Я редко вижу ее во сне, я не каждый раз вижу, только в трудные минуты. Я увидела ее, когда мы в лес, такой большой замок красивый, и внизу, значит, сад, и вокруг сада такие сетка, в общем, сеткой закрыта. По ту сторону огромные медведи. Вот эти медведи, я до такой степени четко их помню. Огромные вот ластится их шерсть, блестит. Вот они такие жирные, такие мишки. Они, значит, бьют лапами. Лапами бьют о землю, головой трясут, как обычно делают медведи. И я говорю, бабуля, уйдем отсюда, мне не по себе. Я говорю, мне что-то жутко. Она говорит, почему? Ну, в медведи вообще во сне то ли мощь, ну, по-разному. Есть и мощь, если ты медведя оседлала. Если они пытаются напасть, это да, это враги. И я говорю, пойдем отсюда, мне как-то нехорошо. Она говорит, почему? Я говорю, видишь, какие они огромные и злые, они сейчас нападут. И она мне показывает забор, а там обнесено колючей проволокой такой. И она говорит, ну кого ты боишься? Видишь, как я тебя охраняю? И вот я вот так проснулась в слезах, и я поняла, да, мне некого бояться в этой жизни. Меня так охраняют, что любой президент позавидует моей охране.
Да, я ее очень люблю, и она мой хранитель. Я слезы лью только по своим предкам, и более ни по кому. Так, дальше смотрим. Можете ли вы дать объяснение такому явлению, как проявление во время похорон, природных явлений, типа поднялась буря, пошел дождь, настал зимний холод в августе месяце, конкретно на кладбище вокруг. Это время была августовская погода. Невероятно, но это так и было. Я объясню. Если этот человек что-то значил для огромного количества людей, если этот человек ушел жестокой смертью или молодым, если протестует, знаете, сама природа вот такому явлению, то оно может себя так проявить. А могут проявить и души, которые рядом, смотря как ушел этот человек. Я, например, знаю такой момент, когда девочку убили в Ростовской области, и когда эта тварь схватила ее, потащил, и она, значит, кричала и говорила: кто-нибудь, пожалуйста, спасите меня. И вот эта мразь увел ее в чащу леса, там очень страшно, жестоко убил. И эта бедная девочка была седая. Да, что она пережила, конечно, ой. Ой, я не знаю, как родители вообще живут после этого. Я просто не хочу даже думать об этом. Потому что мне кажется, что вот любым способом найду выход, спалю их дом. Не знаю, мне будет все равно уже. Спалю 100%, просто задушу или дам деньги там на зоне, чтобы его убили. Но нереально с этой болью жить и знать, что эта мразь дышит, живет. Мне кажется, это очень ужасно. Так вот, вот когда эту девочку хоронили, тоже летом поднялась буря, снег пошел. Значит, такое было страшная природная катаклизма. Протест. Протестует природа, протестует вот это человеческий фактор, понимаете, скорби, боли, возмущения, энергии боли. Она собирается воедино, и могут быть такие явления. Еще раз говорю, смотря как ушел человек. По чьей-то вине убили его, или возмущение мироздания, оно себя вот так вот выражает. Да. Нашли потом эту мразь. Нашли. Народ хотел его на куски разорвать. Ну, как всегда, его охраняли. У нас же педофилов, убийц очень хорошо охраняют от людей. Людей бы так от них охраняли, было бы хорошо. Так. Постоянно соприкасаюсь со смертью, так как работаю уже 30 лет в реанимации. Много людей умирает в моих руках. Может ли это отразиться каким-то образом на повседневной жизни и как? Может. Если много людей умирали на ваших руках, если вы тот человек, который был последний, который проводил их на тот путь, если вы делали все, чтобы облегчить участь этих людей, если вы делали все, чтобы спасти, если это возможно, то вашим детям это благо вернется. Вот что может быть. Я работала в хосписе, я тоже, как волонтер, я тоже очень многим, держа за руку, говорила последние слова. И самое главное, когда чувствовала, что человек уже не в сознании, я говорила: не бойся, там не страшно, не бойся. Чтобы человек не переживал. И они мне улыбались, поворачивали голову, некоторые последний раз плакали и уходили. Так что, дорогие друзья, хватит эту глупость нести, Нина. Что значит, я курю, я виновата? Ерунду не говорите. Вы сравнили курение с наркотой? Так вот, пожалуйста, пожалуйста. Если вы переживаете насчет того, что будет с вами, если вы вот часто сталкиваетесь со смертью, я вам говорю, если вы помогаете им идти в последний путь, если вы облегчаете их участь, вам кроме хорошего ничего плохого
они не сделают никогда. Пойдемте дальше. Как поминать усопших родственников без религиозных обрядов? Откройте алтарь предков. Там все сказано. Ставьте им свечу, значит, поставьте им цветок, поставьте им водку, они тоже берут эту энергию от спиртного, поставьте им кусок черного хлеба, поговорите с ними, ставьте их, вообще их фотографии можно хранить, но часто там ставить во всех углах фотографии мертвых тоже не очень хорошо, постоянно это тревожит их. Вы чувствуете, камера сама по себе что-то там творит. Начала двигаться. Вон, посмотрите. Так интересно. Только увидела. Вот если бы свет горел сейчас, вы бы очень много увидели сущностей. Но поскольку, да, фокус ловит. Как будто фокус обычно когда ловит? Когда пытается сосредоточиться на человеческом факторе, да? Вот. Когда пытается сосредоточиться на человеческом факторе, то есть на лице, на ком-то еще, то начинает ловить фокус. Вы никогда не замечали, вот смотрите, когда вы... Да, или движение, или на движение. Когда вы, например, фотографируете, да, что-либо, или вы направляете куда-то камеру, сейчас камеры такие навороченные, они берут в круг все, что напоминает человека. Они вот берут в круг. Вот ты пытаешься там сфокусировать, фотографировать или снять, камера берет в круг все, что напоминает человека. То есть лица людей берется в круг. Вот что я замечала. Пытаешься сосредоточиться, а он в пустоту берет круг. Вот он в пустоту уловил нечто похожее на человека. Да потому что это искусственный глаз. В отличие от нашего глаза, у него запрета нет. Поэтому мы можем что-то не увидеть, а потом включить камеру на дне рождения, там гуляли, все плясали, танцевали, и никто не заметил, что кто-то такой сверкающий возле их дома или возле дверей находится, понимаете? Да, вот круг он берет, Наталья, когда пытается уловить лицо. То есть сколько лиц он ловит, столько кругов он берет. И когда вы начинаете, то есть пытаетесь там фотографироваться или снять видео, и вы видите, что он круги берет, это значит, он нечто, что-то в пространстве ему напоминает человеческое лицо. Пожалуйста. Шаблоны придумали сами люди, чтобы их жизнь стала еще тяжелее. Да, она фокусируется почему-то от движения. Ну да ладно, пускай. Обычно от живого движения камера фокусируется, потому что от свечей и прочее, прочее он не реагирует на вот эти вот свечи. Вон сколько стоят. Вот когда вот, смотрите, вот когда живое, вот рукой провожу, видите, он фокусирует. Вот, живой. Должно что-то живое такое, носитель тепла пройти, чтобы он фокусировался, живого тепла, биологического материала. Ну да ладно, пойдемте дальше. Так, как влияет на то, что далеко от дома старое кладбище, примерно 700 метров. Дело в том, что мы купили участок по незнанию, недалеко кладбища. И так дела идут не очень именно здесь. Кажется, что вот-вот прорыв будет, удача рядом, и все обрывается. Можно ли как-то исправить эту ошибку? Вы сейчас ничего не сделаете с этим, потому что вы уже купили, там живете, и многие люди так делают, и покупают, и не знают. И иногда продавцы специально лукавят, не говорят, понимаете, привозят вас в какое-то такое темное время суток, значит, показывают, а потом вот вы купили и узнали, что там кладбище. Я вам скажу, подружитесь с этими духами. Когда вы не можете с ними найти общий язык, попробуйте с ними подружиться. Поставьте возле своих ворот угощение, вино, попросите у них прощения, скажите, что вы пришли к ним с миром, что вы не хотите никак их обидеть, что вы никак не хотите тревожить их сон, их покой. И пусть они вам не мстят, пусть они вам подарят помощь. Проведите мой ритуал «Трубка мира со злой силой».
и так далее. Подружитесь с ними. Через некоторое время вы увидите, что они перестанут на вас злиться, сердиться, и они отпустят вас. У вас начнется эта вот полоса. У всех, у кого рядом с кладбищем, помиритесь с ними. Поставьте им угощение, поговорите с ними, они вас слышат. Попросите прощения за то, что потревожили по незнанию. И обещайте, что вы их не будете тревожить, и никак вы пришли к ним с миром, с почтением, с уважением. И, пожалуйста, не мстите нам, дайте нам, вообще говорят, ушедшие, ныне ушедшие, когда-то живые. Вот вы тоже были людьми, и мы не пришли к вам с плохими намерениями. Не мстите, не обижайтесь на нас. Мы к вам с поклоном, с уважением, и вы к нам с добром. Все, поговорите с ними своими словами, поставьте, иногда ставьте им вино, иногда угощение, иногда там водку и так далее. И постепенно вы заметите, что они перестанут вот эту свою отрицательную энергию направлять на вас, и ваша жизнь поменяется. Потом даже вы спокойно будете жить. Многие по соседству прям живут через дорогу, через... да, можно и морг рядом, если вот эти гиблые места всегда можно делать. Некоторые люди прям через забор у них кладбище, понимаете? Прям через забор. Да. И живут люди нормально, и как-то не переживают, и отлично живут, и очень зажиточное хозяйство. Потому что они просто знают определенные такие методы, как помириться с этими духами, чтобы те на них не сердились. Не удивляйтесь, потому что если вы ночью говорите о мертвых, это всегда было запрещено для простых людей. Поэтому не удивительно, что у нас и камеров, и движение какое-то, и звуки какие-то пошли. Ну, не удивляйтесь. Это нормально. Мебель трещит, да. Если кто-то нажимает на них, некие силы там существуют, трещит. Но когда вы с ними миритесь, я вам говорю, не бойтесь, не питайте их своей вот энергией страха. Когда у меня начинается дома вот это все, я просто говорю, пошли вон отсюда, я здесь хозяйка, я здесь решаю, кому быть, а кому нет. Все, через некоторое время тишина и покой. Так. В 97 году у меня умер отец от рака. Когда гроб... Так. Чего? Когда гроб поставили на стуле, кошка легла под гроб, немного полежала и ушла. Больше ее никогда не видели. Что это значит? Еще жена глаза ему пятак и не положила в гроб, ему яму бросили монеты. Монеты бросать не надо. Больше этого не делайте. Так, в 2014 году умерла мама тоже от рака. После смерти собака рвалась с цепи, так что пришлось отпустить. Больше ее никто не видел. Но и с мелочью точно так же ложили в гроб, ямку кидали. Это правильно? Неправильно. Не надо ничего кидать никуда. А то, что кошки и собаки уходят вместе с хозяевами, это да. Они получают задание уйти, умереть и на том свете их оберегать. И поэтому, как только умирает хозяин, может уйти кошка где-нибудь умереть, может собака уйти где-нибудь умереть. Вот поэтому они уходят, и больше их не видите. Так. Прекращайте этот глупый вопрос. Почему он мне не снится? Не надо, чтобы они вам снились. Опасно, если они вам все время снятся, понимаете? Опасно вас не обниматься с умершими людьми, опасно за ними идти. Поэтому они и не снятся. Они хотят, чтобы вы жили спокойно. Уходят они на покой. Вот и не снятся. Будут сниться, когда у вас будут какие-то проблемы, и надо будет вас о чем-то предупредить. Зачем просто так сниться? В нашей жизни много уродов, садистов, которые издеваются над животными. Иногда хочется самой просто уничтожить этих нелюдей. Они там понесут наказание за содеянное. Понесут, я уже сказала. За любую невинную кровь очень страшное наказание. Наказание им родным и близким, наказание им самим в том числе. Это чистилище. А чистилище очень страшное место для них.
Это откупание их грехов. Одна девочка из Беслана, которая еле спаслась, а там был просто земной ад. Это очень жутко, если существует ад на земле. Вот эти дети этот ад прошли. Вы можете представить, вы 10 минут не пьете, не можете выпить воды, ищете, где купить, где, чтобы напиться. А этих детей держали 3-4 сутки без воды. Все в жутком состоянии, не пускали в туалет. Людей рвало. Они уже бредили, они в этом, в температуре лежали, дети. А этим грудничкам что ты скажешь? Вот этому маленькому, которому несколько месяцев. Вот что, как ты объяснишь, что какие-то дяденьки не пускают нас воду попить и пописать? Что ты им скажешь, вот этим маленьким деткам? Ничего не скажешь. Ублюдки. Ублюдки они были, больше никто. И вот одной девочке приснился вот этот террорист, который на ее глазах выстрелил в голову ее мамы, когда та пыталась с окна убежать. Вот он приснился ей и на колени, значит, сидел на коленях, просто ползал и говорил: я тебя очень прошу, я тебя умоляю, здесь меня мучают, прости меня, может, моя участь облегчится. Понимаете? Так что вы уж не думайте, что они не понесут наказание. Но для того, чтобы нести наказание, нужно действительно переступить очень жуткие черты, просто жутко переступить законы мироздания, понимаете? Я вам еще раз говорю, за не то слово сказанное, за плевок кому-то в лицо, за злость в чью-то сторону, знаете, всякие преступления имеют, как вам сказать, каждое преступление имеет свое и оправдание или усугубляющие, да, факторы. Когда грозятся, что если вы ходите не в хиджабе, то вы будете гореть в аду, это смешно. Но когда говорят, что за убийство людей вы будете в раю сидеть с гуриями и, значит, наслаждаться жизнью, это тоже смешно. Потому что, знаете, что самое страшное? Когда религия приходит к краху, когда она восхваляет преступление и, значит, чрезмерно преувеличивает мелкие какие-то нарушения человека. То есть за короткую юбку ты в ад попадешь, а за то, что резал людям головы, ты будешь сидеть в раю и прохлаждаться. Интересно, правда? Очень интересная логика, для меня до сих пор непонятная. Если, значит, человек погиб из-за того, что не отрекся от христианства, он мученик, и он, значит, святой. А если человек погиб, когда выносил из пожара детей, его жертва ничего не стоит, потому что он же не ради вот Христа погиб, а просто там чью-то жизнь спас, подумаешь, великое дело. Вообще запах рыб или тухлятина — это нехорошо, это темная сила ходит по дому. Так. К чему снится умерший родственник, который приходит к родственникам в пьяном виде? Ну, значит, ему некомфортно. Значит, ему не очень хорошо. Людмила, знаете, почему верят в эти религии? Я вам скажу. Потому что они до конца эти религии не изучили. Любого христианина и мусульманина просто сейчас вот поймайте и спросите: ты знаешь вообще, во что ты веришь? Ты читал Библию, ты читал Коран. О чем там сказано? А чему это верить? А что? Вот они не знают, чему они верят. Люди идут крестить детей, они даже Библию в жизни не читали. Они понятия не имеют, какому Богу отдают, что делают. Ради того, чтобы гулять и кайфовать, они готовы пойти просто крестить ребенка. А что при этом потом, что у него в жизни будет, никого не интересует. Они не знают, во что верят, они не изучают эту религию. Если бы они изучили до конца, у них волосы стали бы дыбом. Но поскольку они его и не читали, в глаза не видели, вот что слышали, то и делают.
Вот наши отцы, деды делаем, мы тоже так делаем. Они не читали. А когда ты им раскладываешь по полочкам, что там, они думают, не может быть. Сначала агрессия, злость на тебя, что ты им глаза открыл, это ж неприятно. А потом уже страх. Понимаете? А потом задумываются, если у них мозги есть, конечно. Я заметила люди, которые... да, можно почистить. Есть у меня такой ритуал, чистка дома. Я заметила люди, которые видят, что кто-то с помощью колдовства могут добиться многого, да, они вот от своей злости, от своего бессилия, они же все бараны божьи, они начинают кидать камень, мол, ты сгоришь в аду. Одна тварь написала вот под роликом, где о спасении человека было, мол, она спасла тело, но душа, душу загубила. Чем она загубила душу? Она обратилась к древним силам, и те ей дали жизнь. Чем она душу свою загубила? Что она сделала? Она что, пошла, убила ребенка, выпила кровь, чтобы вылечиться и загубила свою душу? Человек просто попросила у сил помощи, силы ее услышали и дали ей шанс жить дальше. В чем она загубила? А тем, что не пошла в церковь, не отнесла последние деньги и не померла. Если вы охотитесь на зверя, чтобы насытиться, грех тут ни при чем. Это другой вопрос. Если зверь нужен для того, чтобы делать одежду, шубу, это испокон веков было, но гуманное умышление зверей, гуманное, когда смеются, говорят, ой, гуманное же, о чем это? Это же все равно убийство. Нет, это не все равно убийство. Есть гуманное умышление, есть специальные мясники, которые так убивают животное, что он даже не осознает и не понимает. А когда их просто в агонии этими кувалдами бьют по голове, по ногам и так далее, просто делают живую тефтель еще живого существа, это бесчеловечность, и они тоже будут за это отвечать. Когда-нибудь церковь кому-нибудь оплатила вообще лечение? Ну и что тут свечи засвирепствовали? Интересно. Никогда. Нет никаких тайных имен ни у кого. Кто вам сказал? Ну вот в Европе продаются церкви уже за символические $100, и там устраивают рестораны, кафе и так далее. Они считают, что здание за ненадобностью надо или снести, или продать. Что, ну, в чем его фишка, что она стоит, это огромное здание, его содержать, зачем оно нужно кому? Вот они и продают. За ненадобностью. Потому что никто уже туда не ходит. Понимаете, религия, которая приходит на крови, костях, убийствах, она не будет существовать долго. Пусть 1000 лет, 2000 лет, но все равно его время придет. Книга смерти описывает. Какая книга смерти? Где вы книгу смерти нашли? Интересно знать. Так, читай дальше. Моя покойная мама была похоронена в другом городе. Я там давно уже не живу. Приезжаю только изредка. Последний раз, когда я была на кладбище, я нашла на могиле моей матери. Я не нашла могилу, и мы с подругой посмотрели все ряды, но ее не нашли. Потом подруга мне сказала, что на этом кладбище бывает такое, что в одну могилу могут подложить еще одного покойника, сверху поставить чужой памятник. Если это действительно так, то что будет с душой, если она не успела уйти с земли? Ничего не будет. Ничего не будет, но я бы директора этого кладбища просто расстреляла за такие проделки. Могилу нельзя трогать раньше, чем через 70 лет. Если никто туда не ходит и так далее, раньше, чем через 70 или 75 лет могилу трогать нельзя. Вот тот, который это сделал, и тот, кто согласился мертвого на мертвом похоронить, очень страшно ответит. Очень страшно, уверяю вас. Потому что потусторонний мир такие вещи не любит. А ее душе ничего не будет, она уже ушла. Мне очень часто снится старый заброшенный замок, виду затянут так, когда я захожу внутрь, там большие палаты.
невероятный покой на душе и так далее. Ну, вы просто видите, скорее всего, это генетическая память. Или память души еще называется. Вы просто видите родовое гнездо ваших предков. Так. Дорогие друзья, мы уже, в принципе, я ответила на основное количество. Кто его встречает, я уже говорила, встречают силы, встречают проводники, встречают духи, которым дано задание вас встретить, объяснить и показать, где вы находитесь, что вы уже ушли и прочее, прочее. Здесь уже одинаковый вопрос на самом деле. Никакие деньги никуда хоронить нельзя, закапывать нельзя. Просто нельзя, люди. Вы себя обрекаете на нищету. Все. Вопросы уже одинаковые, те же самые. Плащаница Иисуса Христа – это вымысел или нет? Но если вы верите в то, что 2000 лет ткань может сохраниться, то верьте дальше. Молоко Богородицы тоже разносят по всем этим инстанциям. Молоко 2000 лет не сохраняется, он превращается в порошок. Это, во-первых. И, во-вторых, даже если бы она была дойной коровой, она бы не дала столько молока, сколько молока находится во всех церквях мира. Понимаете? Поэтому включите голову, господа. Как говорится, за нас партия думает. Вот эта вот договоренность, кто из нас раньше уйдет, тот, чтобы сказал, что там происходит, это очень глупо. Знаете почему? Потому что это как зарок какой-то. Вы даете какое-то слово, вы даете какое-то обещание уйти пораньше и обязательно рассказать. Это глупо. Не надо вот этой вот ерундой заниматься. Не, со своей фотографией и памятники ставить тоже нельзя, раньше уйдете. Все эти подготовления к смерти говорят о том, что сила смерти получает, как вам сказать, задание. Вот я уже все сделала, все подготовила, уже деньги есть на похороны, все уже на месте, приходите меня забирать. Теперь смотрите, договориться, кто раньше уйдет, чтобы дал знать, что там происходит, нельзя, не делайте такие вещи. Обязательно после этого договора через 2-3 года кто-нибудь уйдет. Так, на тему жизни и смерти договорились, кто первый уйдет. Душа... Так, да... Если есть душа, как-то иначе во сне по-другому рассказать. Брат погиб. Пожалуйста. На 9-й день я к нему не поехала. В ночь на 9 дней я легла спать, стало жутко. Начался сонный паралич. Видела, как серый силуэт стягивает меня с дивана за ноги, потом поднимает за руки. Начала кричать: «Уйди от меня!» Слышала, как храпит рядом собака. Меня никто не слышал. Я начала кричать мужу. Когда все исчезло, я пришла в себя. Думала, это был мой брат. Посмотрела на видео, засомневалась. Может, это домовой и так далее. Нет, это была потусторонняя сила. Он же обещал вам сказать, что тот мир существует. А он существует. Хотите вы этого или не хотите. Я с этим миром сталкивалась много раз, и я знаю, что этот мир существует. Он просто пришел и сказал вам, что этот мир существует. Вы же договорились с ним. А кто вам говорит, что они должны прийти и очень радостно целовать и обнимать? Они могут и запугивая объяснить и доказать, что мир существует. Напоследок я вам расскажу свой опыт.
Во-первых, я умирала в 3 месяца, когда у меня был рак крови, малокровие. Меня отвезли к врачам. Врачи сказали, что я не жилец. И мой отец приехал из Армении в Грузию, к нам в село, подготовить мой гроб и прочее, прочее. Мама моя проснулась ночью, ей показалось, что перед моей кроваткой кто-то стоит. Она вскрикнула, она подумала, что это врачи меня забирают, что я умерла. Подошла, а я живая. Я выжила. Второй раз я умирала, когда мне было, то есть чуть не умерла, когда мне было 3 года. Это столкновение с потусторонней силой. И вот тройка играет большую роль в моей жизни почему-то. Значит, мой дед подарил мне голубя, у которого было сломленное крыло. А у нас рядом с селом пролегает Транскавказская магистраль. Это центральная магистраль, которая проезжает между всеми странами Кавказа. Оттуда можешь и в Баку, и в Ереван, и в Дербент. Куда хочешь, туда и уезжай. Я побежала за этим голубем на эту магистраль, на эту трассу. Бабка моя за мной, и она говорит, что что-то он начал очень часто уже фокусировать, мне уже на нервы действует. И, значит, я побежала туда, и моя бабушка сказала, что увидела, как мчится огромный грузовик, и уже вот рядом со мной почти. И я, говорит, мне стало плохо, я подумала, что сейчас тебя задавит, и закрыла глаза. И этот мужик остановился, вышел из машины, начал смотреть по сторонам и сел, чтобы уехать. И тут моя бабушка успела его остановить, а он меня не видел. Я была очень близка к его машине, прям полметра до его колес. А что, ребенок, а это КамАЗ. Значит, и он сказал, что всю дорогу ему перед дорогой вставала женщина, которая рукой приказывала ему остановиться. И все время вот он останавливался, несколько раз смотрел, оглядывался, никого нет, дальше ехал. Вот последний раз, когда она опять стала посреди дороги, рукой показала, чтобы он остановился, вот перед его колесами оказалась я. Я, одним словом, я уже про собак-кошек сказала в начале лекции. Перемотайте, послушайте потом. Третий раз. Мне было 13 лет. Я заболела очень сильно воспалением легких. Была весна, весенние работы, все пошли в огород. Мне дали лекарства, чтобы я... Ну, в общем, у меня температура была, чтобы я поспала. Дали мне лекарства, я легла спать, все ушли. Я открыла глаза и начала слышать звуки, голоса, шепот. Много-много, я до сих пор помню это ощущение очень живое, как будто я в аквариуме была. Вот такое, знаете, со всех сторон. Разговаривали тени, какие-то непонятные лица скользили. Я вот с такими помутневшими глазами начала смотреть, и я горела. Я чувствовала, что я просто горю, жутко горю. И посмотрела наверх и увидела, что потолок падает на меня. У меня страх появился, такой внутренний, потому что я поняла, что потолок падает мне прямо на лицо. А потом оказалось, что это был не потолок, что это я поднималась к потолку. Вот теперь я понимаю, тогда я была еще ребенком. Этот потолок просто спускался жутко, молниеносно. А оказалось, что я поднимаюсь, потому что когда я изучила потом очень многие воспоминания людей по ту сторону, они все говорили это, что открыли глаза и увидели, что они просто подходят к потолку. И вдруг я слышу, я вижу 2 фигуры рядом, 2 темные фигуры. И один говорит: Самсон, заберем ее,
А этот, которого назвали Самсон, я о нем снимала, если помните, мой стражник Самсон. Откройте, посмотрите, интересно, потому что я рассказала все, что я видела, все, что было связано с ним в моей жизни. И этот по имени Самсон сказал: нет, госпожа или хозяйка, я сейчас точно не помню, сказала, чтобы она жила. И тот говорит: тогда ты будешь ее оберегать. И они исчезли. Я проснулась. Мне потом сказали, что у меня было очень нехорошо. Когда вызвали врача, они сказали, что с такой температурой просто дети умирают. И если, значит, да, спите спокойно, не переживайте. Это было вот следующее столкновение с этой силой. Потом в 23 года, во время родов ребенка, я впала в кому, и точно такие же видения. Моя прабабушка в старинных вещах, которая без слов вот так рукой меня так как бы изгоняла, в общем, от себя, отталкивала. И я побежала, я себя увидела маленькой, я побежала к ней, она мне так вот так рукой, вот так, мол, иди. И я говорю: почему? И она сказала: тебе не время. И я оказываюсь в таком, вот этот коридор, свет, он есть. Во-первых, ощущение, что я лечу с очень жуткой скоростью. Все вокруг вот в таком состоянии, знаете, вот наваждение какое-то. Мне очень хорошо, у меня ничего не болит, мне не хочется никуда обратно, мне очень хорошее состояние. Я лечу. Я вижу себя, как я качаюсь на качелях в детстве, на дереве. Я жутко смеюсь, кричу: эй, вы меня не видите? А там, как, знаете, как невесомость какая-то. Потом я оказалась возле дороги. Шло очень большое количество людей. Люди были разных национальностей, разных времен, разных религий. Короли, цари, крестьяне, значит, абсолютно разных чинов. Вы знаете, вот такое ощущение, как попало вот в этот роман «Война и мир». В этих всех мундирах кто-то в каких-то египетских одеяниях. Вот идут огромное количество, и все проходят через меня. Я понимаю, что все идут через меня, я вроде стою посредине. И вот мне старик говорит, вот такой вот, в таком недовольном видом, он мне говорит: ну и что ты, говорит, стоишь тут, всем мешаешь? Я говорю: а куда мне идти? Он говорит: да тебе еще рано, что ты сюда пришла? Что ты здесь стоишь и всем мешаешь? Вот он мне так сказал, и я проснулась. И мне было такое противное состояние, я не хотела просыпаться. Мне было очень неприятно. У меня в носу вот эта вот какая-то хрень торчала, мне там вот эту трубку поставили. В общем, вот сказали: ой, слава богу, все, встала, доктор, она глаза открыла. И я, значит, подходит и начинает спрашивать: ты меня слышишь, видишь, что я показываю, так пальцы, сколько палец, чтобы понять, у меня там с головой все нормально, вернулась я в нормальном состоянии или нет. Потом принесли моего пусенка, и мне показалось, что у меня сын очень красивый. Я не знаю, я посмотрела, думаю, какой красивый ребенок. Боже мой, неужели такие красивые дети бывают? А утром увидела, у него весь отечный, лицо синее, под глазами вот эти красные пятна. Думаю, да что ж такое, как же он мне вчера такой красивый показался. Наверное, не зря говорят, что каждой матери свой ребенок самый красивый кажется. И он мне показался очень красивый ребенок, вот прям ангелочек. Привели его, или я была в затуманенном состоянии. Вот. Вот это вот такой момент встречи со смертью. Следующий момент встречи со смертью — это в 33 года, когда у меня, ну вот 33, уже заканчивался 33-й год, когда мне сделали операцию. Вот. И эта операция была очень опасная. Мне сказали, что, может быть, я не... Ну, 50/50. И, может быть, очень сильно заденет мозг. Может быть,
Я после этого, ну, с памятью что-то будет. Я переживала просто очень из-за того, чтобы, ну, не хотелось жить как растение. И тоже видела этот вот переход. Хотя на этот раз я не боялась, потому что я знала, что я не умру. У меня уже была внутренняя вот стержень. И я увидела себя ночью во сне после операции. Я держу в руке свой глаз и плачу. И ко мне подходит некто такой в балдахине без лица и говорит: ну и что ты ревешь? Я говорю: ну вот, теперь я не как все. Он говорит: ну и что ты не как все? Ну забрали у тебя там один глаз, и чё? Зато взамен знаешь, сколько дадут? Не реви, сказал он мне вот так вот прям. Хватит, не реви. Повернулся и ушел. И вот действительно, да, взамен мне очень много дали. Очень. Мне иногда говорят: если бы вернули вам это состояние, да, какая вы были, и вот все, что у вас есть, ушло. Дело не в материальных ценностях, не в материальных, дорогие друзья, а просто вот данные людям столько работ, вот столько спасенных жизней, столько всего, да. И дело не в этом абсолютно. Мне вот когда говорят, если бы вот вам вернули то состояние и забрали бы вот все, что вы смогли создать, вы бы согласились? Нет, я бы не согласилась. У меня сейчас совсем другое видение мира, у меня лучше усилилось ясновидение в 1000 раз больше. Мне дали книги, мне дали очень много людей, мне дали очень, знаете, большое уважение людей. Я очень нужный человек себя чувствую. И я поняла, что вот почему он сказал там, мол, не реви, не реви. Подумаешь, забрали, а сколько тебе дадут взамен? Вот, собственно говоря, эти встречи со смертью. И напоследок я вам хочу сказать, ничего страшного там нет. Если вы чувствуете, что вы в жизни что-то не то сделали, пока вы живы, закройте это все добротой. Делайте много хорошего людям, помогите многим людям, и поверьте мне, вот эта ваша энергия доброты закроет все, что вы сделали, за что вы чувствуете себя виноватой. Ну, мы все что-то когда-то не то, неправильно сделали в своей жизни, мы все где-то там ошиблись. Просто закройте, пока у вас есть время, сделайте много добра, много хорошего. И когда вы туда попадете, это все учтется. Мы все там едины, нет никакой разницы ни в каких религиях, ни в каких конфессиях и прочее, прочее. Мы все пойдем в одно место, и встретят нас древние боги, которые нас создали. Но напоследок я хочу вам сказать: откройте, посмотрите «Мир духов», «Мир мертвых», «Роковая любовь». Что еще у меня есть связано с потусторонним миром? «Загробная жизнь». «Ты уже был мертв», да? Потом «Жизнь после смерти» и так далее. И у меня эти эфиры, их много. Сейчас я отвечала на ваши вопросы, естественно, и отвлекаться отдельные темы обсуждать нет времени и нет нужды. Но если вы хотите полную информацию, откройте эти все мои лекции и просмотрите. Там очень много сказано нужного, что вы хотели бы узнать и прочее, прочее. Ну а как еще быть? У меня нет выбора, я должна была быть сильной. У сильных людей, понимаете, как, дорогие друзья, если ты берешь на себя функцию вести за собой людей, объяснить, показать, помочь им начать новую жизнь, ты не имеешь никакого права быть слабой. Тебя будут пытаться и скинуть, тебя будут пытаться и обижать, тебя будут пытаться и принизить, и издеваться, и преследовать, и все что угодно. Ты должна все это пройти, потому что на тебя люди надеются, на тебя равняются. Ты не имеешь права ломаться. Сильные люди не вправе ломаться абсолютно. Понимаете, вот Пушкин сломался, пошел на поводу своих чувств, и мир лишился хорошего поэта. А он мог бы еще очень многое написать. Согласны? Не имел права он ломаться, даже если пытались его провоцировать. Вот поэтому я, собственно говоря, у меня
и выбора нет. Я должна быть сильной. Я сильной и хочу, и являюсь, наверное. Ну, еще и поддерживают меня эти силы. Без них я бы не справилась. Да, это ответственность. Если ты начала, ведешь за собой людей, будь любезна. Ты не имеешь права вот так взять и... Вот, пожалуйста, супруга Пороховщикова, да? Во-первых, вот этот дом, который они купили, он с жуткой историей. И очень глупо знать историю дома, знать, насколько это страшно все. Да купили, но они не купили, они взяли в аренду. Они могли бы просто в этом доме не жить, а сделать музей своей семьи, например, если хотели. Но жить в доме, в котором ты видишь призраков, в котором в подвале НКВД мучили людей, ты понимаешь, что там нехорошие, и еще и говорить, этот дом заберет нас всех, и он забирает души, и вас не приходили, говорили, и все такое, идти жить в этом доме ради чего? Ради выпендрежа, что вот, смотрите, я вот посреди Москвы, у меня есть свой личный дом. Я думаю, оно того не стоит. Да хоть хоромы мне дайте бесплатно. Если я знаю, что я там сойду с ума, мне это нафиг не нужно. И постоянно ее эти слова. Если собака моя умрет, я не выдержу, уйду следом. Если мама моя умрет, я уйду следом. Эти постоянные слова, это неуравновешенная личность называется. И потом, смотрите, собака у них, да, собака, которую звали Один. Во-первых, ты выходишь замуж за человека, который на 23 года старше тебя, ты должна понять и принять тот факт, что он раньше тебя уйдет. И ты должна достойно его помнить. Некоторые говорят, за что? Зачем мне жить теперь, да, что он ушел? А я скажу, зачем вам жить? Чтобы помнить их. Вот зачем. Если вы здесь им даете эту подпитку, энергию на земле, если вы уйдете, кто будет их помнить? Да, она прах и матери, и собаки держала на балконе, там поминала. Они очень любили эту мистику, очень увлекались и прочее, прочее. Конечно, он красивый, но дом красивый, но он очень мрачный, очень страшный. И внутри вот это вот мрак, это вот действительно портал потусторонний мир. Там очень много людей умерли. И это место уже должно было говорить, что это как воронка, понимаете? Есть дома как воронки, они тянут на тот свет. Всех забирают, всех, кто там живет. Так вот, покончить с собой. Говорят, кто-то позвонил, сказал, что он умер, и она не выдержала. Оставлять даже ту же собаку. Знаете, собаку это тоже безответственно. Я иногда думаю, вдруг, если мне станет плохо, чтобы мой Пуся не испугался. Мало ли. Я действительно за него переживаю, потому что я взяла его, это мой младший ребенок. Я переживаю, что если вдруг что-то там не то будет, чтобы это моя собака вдруг чего-то... Я летела в Волгоград, оставляла собаку, улетала, там документы отвозила, потому что не могла никому передать, и возвращалась. Потом за сыном, когда улетела. Мама привезла его в аэропорт, я оставила Пусю, закрыла двери, и я сказала Яне, я говорю, Ян, если со мной что случится вдруг, знай, что Пуся закрытый, и ты мой адрес знаешь. Придешь, откроешь, дверь откроют и заберешь его. Знай, что он здесь один. Понимаете? Я за него переживала. Я еще в самолете сидя переживала. Я думала, если вдруг со мной что не то, что будет с Пусиком? И вот одно то, что эта собака ее очень любила и уже сколько лет жила у них, даже ради этой собаки нельзя было пойти и повеситься. Знаете, как тяжело вот эти картины с интернета. Она мне начала сниться, я начала читать много. Я же говорю, обращаешь внимание на мир духов, они начинают тебе приходить, что-то просить. Я смотрю и читаю, что эта собака там хотела ее оживить, скулила, лапой, значит, трогала, пыталась ее привести, вернуть к жизни. Знаете, как жалко. Ну что ты делаешь? Вот так вот берешь и вешаешь себя из-за того, что муж умирает. Ну а что делать? Он старше тебя, он уже взрослый человек, он должен уйти.
Ты должна все принимать мужественно, понимаете? И даже эта бедная собака, которую ты оставляешь, это тоже очень большая ответственность и очень плохой поступок, безответственный по отношению к животному, которого ты взяла, приручила к себе, а теперь оставляешь на произвол судьбы и уходишь. И будь что будет, да, пускай в приют забирают, делают, что хотят, мне все равно. Вот о чем я говорю, дорогие друзья, что не всякая вот смерть, она оправдана. И это неправильно. Да, это эгоизм. Это просто юношеский максимализм. Вот не хочу и все. Это эгоизм. Оставлять всех своих близких, родных, вот так эгоистично взять и уйти. Поэтому о чем я хочу вам сказать, что постарайтесь в этом мире жить правильно. И там вас примут, естественно, ваши человеческие минусы и прочее, прочее. Это совсем иное. Совершенно иное невинных людей сажать в тюрьму, зная, что он невиновен, тебе за это деньги дали, ты пошла, оговорила, его посадили. Ты за это будешь отвечать, понимаете? Конечно, когда дачники оставляют кошек, собак, я вообще не могу понять этих тварей. Это какие-то твари-подобные существа, их людьми назвать очень сложно. Человек на такое не способен. Если в доме такое есть, этот дом надо очищать, надо начитывать туда, надо очень много чего сделать или пригласить кого-нибудь, чтобы он пришел и отправил их по этому порталу обратно. Но не афериста какой-нибудь могу я, а настоящего профессионала, который знает, понимает, придет и уберет это все. Иначе это грозит бедой. Нехорошо с ними рядом жить. Упокоенные души рядом с нами не ходят. Рядом с нами ходят неупокоенные души. А духи, они нас не тревожат. Понимаете, духи не тревожат. А вот души неупокоенных людей, конечно, они должны быть изгнаны, потому что они... Ой, я вам сейчас покажу одну вещь, люди. Мне аж плохо стало самой, когда резко посмотрела. Фу ты, твою дивизию. Сюда смотрите, вот в это место. Лицо. Вот. Увидели теперь, почему камера так реагировала? Я уже сказала про самоубийц. Перемотайте и посмотрите. Тут чат постоянно, и как-то я не смотрела. А теперь посмотрела резко в камеру, и я поняла, почему камера так реагирует. Смотрите сюда, полулицо. Увидели? Вот она. Вот в этом направлении, вот в этом кругу. Вам виднее, потому что, говорю, у меня чат, он закрывает, он летит, вот это текст. И когда текст исчез, и я резко посмотрела, мне аж самой стало противно и неприятно. Вот теперь понятно, почему камера так реагирует. Ну, в принципе, неудивительно. В нашем-то мире еще одно лицо. Вот смотрите сюда. Вот. По направлению моего пальца. Вот так посмотрите. Вот она. Или просто мне оно видно, вам нет. Может быть, ну, может и вам будет видно, мало ли. Все, дорогие друзья. Всем удачи, всех благ. Пока что я ответила на все вопросы, особенно на те, которые часто повторяются. А лекции, которые я вам рекомендую, откройте, посмотрите. Есть что там посмотреть. Всего хорошего.